Вот и я, вот и я. Опа! Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, Леха. Hardplay, спасибо, что дождались. И я очечки одел не потому, что я там пьяный или еще что-то, там вам, наверное, непривычно меня так видеть, просто потому что не спали. Не спали полночи. Сейчас, в общем-то, объясню почему, что, зачем и почему. Сегодня я хотел сделать вообще как бы игровой стрим. Вообще вчера я его еще хотел сделать. Этот игровой стрим по FNAF игре. И, в общем-то, ничего не предвещало беды. Я отлично провел время с детишками. Все как и хотел. Но как взрослый мужик может поднять руку на очень маленькую и хрупкую девочку? Как вообще, в принципе, в 21 веке можно, как люди считают, безнаказанно нарушать закон, по моему мнению, и как вообще, в принципе, может все это, сколько может продолжаться и до какой точки это дойти. Сегодня под эту радостную музыку мы с вами построим этот стрим следующим образом. Как вы знаете, всплыло ряд подробностей. Вообще рекомендую этот стрим посмотреть полностью, потому что очень многим это будет полезно. Значит, буду разбирать подробно сначала видеоролик Артема Вульфа, сделаю небольшое предисловие. Я ни к чему, в общем-то, не готовился, текстов у меня нет. Буду говорить все, что видел, все, что знаю, и все то, что нам удалось узнать. Все нашли, все хорошо. Да, все нашли, все хорошо. Кто, кстати, тоже ботаник, кто в очках, плюс чат. Да. Так, все, оповещалки я закинул. Значит, коротко, друзья мои. Да, на этом стриме я предлагаю с вами посмотреть, полностью разобрать ролик Артема. Я вам расскажу ситуацию, которая произошла совсем недавно с нами, и последствия. Вот вы знаете, вот именно вот сами последствия, да, вот этой всей ситуации. Да, поэтому присоединяйтесь, располагайтесь, будьте как дома. Постараюсь без мата это все дело говорить. Я думаю, будет интересно. Ролик Артема, кстати, залетел в тренды на аж 3-е место. Ну, в общем-то, да, ситуация неординарная, и, в общем-то, мы... Если честно, не то, что мы, вообще никто не ожидал, что что-то подобное может быть во время рейда. Давайте посмотрим. Я не буду отдельно заливать реакцию, я просто оставлю, вот пусть будет все как есть, да, как говорится. Все как оно, в общем-то, есть, и пусть это будет и реакцией всем остальным. Так что всем приятного просмотра, мы начинаем. Небольшая предыстория всего этого балагана. Как вы знаете, мы очень долгое время, заранее всем спасибо за донат, ребят, извините, отвлекаться не буду, спасибо за вашу поддержку. Значит, как вы знаете, совсем недавно, во-первых, еще раз всем привет, кто только присоединился, вижу, что народу очень много, да, потому что многих это зацепило, тема. Значит, как вы знаете, мы очень долгое время следили за одним магазином, за одним таким тухло-притоном. Не, здесь, Сабин, не буду закреплять сообщение, извини. Первый раз мы приехали, второй раз мы приехали, были нарушения как по некачественному товару, так и по его реализации. Потом оказалось, что нет лицензии на алкоголь. Потом был побег от полицейских через форточки. В общем, в конце стрима я внизу в описании все ссылочки на подробную эту историю вам приложу. Да, значит, в чем вся суть и для чего вообще я решил сделать такой разбор? Это первый раз я делаю разбор за 100 500 миллионов лет. Значит, первый раз. Почему? Потому что звонит мне, значит, Артем Вульф, мой хороший товарищ, мой коллега по цеху, да, вот, и говорит: Лех, слушай, хочу сделать новогодний выпуск, погнали с тобой добра, реально добра завезем, то есть одену костюм Дед Мороза, проедемся, посмотрим, как магазины многие исправились, и как оказалось, кстати, исправились. И, значит, все узнаем, все вот это вот людям покажем, что, в принципе, год получился не таким уж и плохим, потому что, да,
по факту многие магазины исправились, многие люди нас услышали, и, в общем-то, значит, наш труд, да, вот этот вот такой блогерский, если вообще это, в принципе, трудом можно назвать, такая активная гражданская позиция, в общем-то, не прошла даром. Значит, я говорю, да, поехали. Он говорит, давай начнем с Химок, потом ворвемся в Мытищи, ну и там уже по времени посмотрим. Я говорю, да, погнали. Он говорит, ну, магазинов 5-6 пройдем. Я говорю, ай, ну давай. Я говорю, давай, могу, мои хорошие, могу. Вот. Ну, честно, драматизировать не хочу. Как вышло, так вышло. В общем-то, ничего не предвещало беды. Но то, что в конце у нас получилось, честно говоря, даже я маленько пришалел. Сразу хочу сказать то, что, о чем вообще я говорил. О том, что до этого мне вот эти вот товарищи, давайте так, да, мои вымышленные товарищи, да, потому что я знаю, что, скорее всего, у нас это закончится, да, там, чем-то очень интересным, и будет продолжение этой истории. Кстати, я очень рад буду этой продолжению, если она продолжится, если люди не поймут все-таки, что они делают. Попытались воздействовать на меня через мой родной город. Так как у нас очень много армян в городе, да, большая армянская диаспора, ну и попытались, как я понял, через там людей, такой в мягкой очень форме, сказать, что, в общем-то, и рейды-то нам эти не нужны, и вообще как бы и это не нужно никому. Но есть нюанс. То, что, вы знаете, я такой общительный человек, я такой, как бы, в последние, особенно вот года, вот последние где-то года 3-4, я очень люблю общаться. Года 3, наверное, нет, 4 много сказал. Года 3, вот как я с Твича ушел, очень многое в жизни что поменялось, начиная от круга общения, кончая вообще мировоззрением и всем остальным. И разговор этот зашел в тупик, потому что я сказал, ребят, ну, по-доброму мы общались, я говорю, если вы, ну, хотите туда усандолиться, вместе с ними в этот маргарин залезть, в принципе, можете. Я не против, потому что, ну, если вы защищаете магазины, которые просто не могут аннулировать товар и выставить хороший, качественный товар на прилавок, ну, наверное, нам разговаривать особо и не о чем. Я думал, тогда история закончилась, но давайте смотреть продолжение. Всем приятного просмотра, а по ходу движения я буду давать свои комментарии, очень развернутые такие хорошие ответы, потому что закончилось все угрозами моим, можно сказать, родственникам, и даже дозвонились моей матушке. В общем-то, молодцы, ребята. Да, ну, мы сейчас подробно расскажем, чем там это все вышло. Поехали. Всем приятного. Погнали, ребята. Артем Вульф, ссылка внизу в описании. Поехали. Что, ребят, мы обещали, мы вернулись. Это Химки, тот самый магазин с дикими барыгами, которые, по нашему мнению, толкнули полицейского и сбежали через окно. Так, кто не смотрел, посмотрите. Веселые ребята. Ты посмотри, что творится. Бежали сейчас в окно. Прям быстро. Опа! Сегодня твой день, друг. Погнали, посмотрим, изменилось что-то или нет. Хо-хо-хо. Вставка, как у... Знаете, я как будто, я не знаю, какой-нибудь боевик голливудский смотрю. Артем, как всегда, у него что название, что вставки. Знаете, соответствует. Молодец. Как у вас? Праздничная атмосфера в магазине? Замечательно, ну мы сейчас посмотрим. Мы снова в этом магазине, здесь воняет. Половина прилавков пустые просто. Есть на самом деле полное ощущение, что они собираются закрывать магазин и все здесь распродают. Собственно, в телеграм-канале AW был разговор. Перед этим Артем говорит, Лех, дозвонились людям, кто продают помещения по Москве, и нам четко сказано то, что то ли оно уже продано, то ли оно продается. Я, если честно, особо не вникал в официальные какие-то вот эти подробности, но они переезжают. Это видно, потому что товара осталось немного, полу такой пустой магазинчик. Ну, поехали. Разговор с риэлтором, который сдает данную точку, данное помещение, и она сказала, они все распродают и закрываются, съезжают. О! Не надо меня снимать. Ага, та же песня. Но проблема в том, ребят, что мы уже приобрели здесь просроченный товар, понимаете? Я прошу заметить,
вот в этом ролике каждой мелочи. С чего начались диалоги, с чего начались вообще вот все, что вот вы видите, вот с чего все вот это началось. Это очень важно. То есть как встретили, как кто что говорил. Это очень важно для понимания всей картины в целом. Очень важно. Время идет, они, может, закрываются, может, уезжают, но ничего не меняется. Мы также купили тут просрочку. Все, мясной отдел закрывается. Я тут увидел маркировочку, они так и не исправили. То есть есть упаковано, есть изготовлено, есть наименование, но на каждом упакованном товаре в отсутствии потребителя обязательно должна быть дата изготовления, она есть. А вот срока годности и условий хранения я тут не вижу, что является нарушением. Просто, ребят, для вашего понимания, мы тут были 2 раза. Вышло на ютубе 6 серий, и ничего не изменилось, все те же самые нарушения, отсутствие маркировки и так далее. Что с цветом кукурузы? Но она еще свежая при этом. Но банка мятая, поэтому мы забираем. До 24.10.23. Сейчас... А сачок для детишек, по-моему, от 3 лет, если я не ошибаюсь. То есть это уже пу-пу-пу. Да, это такое себе. То есть, ну, у Сандолова такое неплохое вот с соком. Сейчас уже 12-й месяц. На 2 месяца просрочен сок. А это детское питание. Вы в курсе, ребят? Сразу извините, я конфетку гоняю в ротовой полости по одной причине, потому что немножечко что-то какое-то у меня состояние пограничное, да. Не болейте, мои хорошие, я всех заклинаю, не болейте, да. Я немножко, ладно, вот такие вот леденцы у меня. Да, тут шалфеи там разные. Для питания детей с 3 лет. Это уже детское питание. Тут и уголовочкой может попахивать. Это что? Замороженная селедка просрочена. И тут мне стало немного, знаете, обидно и стыдно. На предыдущем рейде, который Артем еще не выложил, я нашел очень мало просрочки. И как бы я такой, блин, вот что-то как-то я вот сдулся, да, маловато. А там я прихожу, а там, понимаешь, кладезь. Он так грамотно прикрыт. На витринке ценники есть, а он прикрыт. Понял, да? То есть, как бы это, он такой, как бы во 2-м ряду. Да, и я нашел ларчик. С добром, поехали. На 2 месяца. Так это они новогоднее настроение, наверное, создают. Весь товар со снежком. До сентября. От июля, как мило. От июля 14 суток. Просто для кого? Для чего это продают? Для кого магазин работает? Для свиней? Уже целая тележечка просрочечки. Кстати, да, тележка из 5. А потом сотрудники 5 жалуются, что у них тележки пропадают. Кстати, ребят, вы так активно писали, видимо, отзывы об данном магазине, что он даже пропал с Яндекс.Карт. То есть на Яндекс.Картах просто данного магазина, как мясного отдела, больше нет. Там просто была 1 звезда, но он есть. Бутербродики, кстати, от февраля месяца. От 13. Ну, сказать откровенно, я такое видел вообще впервые. 02.23, не вижу, какое здесь число, то ли 13, по-моему, 10 суток срок годности. То есть он как бы бутерброд, сэндвич, прошу прощения, сэндвич, давайте правильно называть. Он просрочен на, мать его, 10 месяцев. 10 месяцев, понимаете? То есть это из разряда что-то, знаете, фантастики, да, это уже... Я, конечно, много чего видел, но такого нет. 15 февраля. С выдержкой, почистили холодильник немного. 12 месяцев от 22 года. Просрочены пельмени. И ты посмотри, какие... Не хочу никого оскорблять. Посмотри, какие нехорошие люди. Для детей дизайн, чтобы детям покупать небольшой размер. Они от 28.11.22. Срок годности 12 месяцев. Вот на них ценники, все есть. На все есть ценники. До 21.12.23. Сегодня 21.12. И, ребят, напоминаю, что согласно статье 473 Гражданского кодекса не включительно. То есть, если до 21 товар, сегодня 21 товар просрочен. Все, продавать такой запрещено. А пойдем проверим, продадут они еще просрочку или нет. Че, купить-то можно? Продавец. Здесь была принята такая позиция с самого начала продавцом, как будто он из киновселенной Марвел. Он супергерой. В общем-то, очень, хочу сказать, спокойно себя вел. Привет с Парижа. Привет, да. Привет. Скоро, мои хорошие. Мия, привет. Вот. И, в общем-то, спокойно себя вел. Хочу отдать должное. Молодец, парень. Отчасти в плане спокойствия.
Принял позицию, я ничего не понимаю, я ничего не знаю, я здесь вообще в принципе продавец, и я ничего не знаю. Короче, его полностью консультировали по телефону. Да. Купить можно? Да. Кстати, ребят, публиковалось решение суда, они уже проиграли суд и выплатили компенсацию. Они тогда не захотели возврат сделать за 150 рублей товара. В результате они выплатили по суду, у них уже списали со счета 12,5 тысяч рублей. Ну нормально, не захотели 150 рублей отдать, списали со счета 12,5 тысяч. Ребят, ссылочка на решение суда по данному магазину будет в описании под этим видео. Подписывайтесь на телеграм, чтобы не пропускать подобные новости. Ну что, купить-то можно или нет? Ну, короче, найдете. А вы? По определению, в магазине должны быть товары все свежие. Следовательно, почему продавец может бояться? Чего ему бояться? А он даже не знает, где срок годности смотреть. Давай сок тоже куплю. В принципе, да. И здесь меня немного даже смутило и поразило то, что у нас тележка просрочки, мы об этом говорим прямо при продавце. Он, понимает, он общается по-русски, то есть он понимает русскую речь. Мы говорим, вот смотрите, сок просроченный, это кофе просроченный, мать его. И мы даем, он говорит, на, пробей. Он говорит, да, не вопрос, давай. И мы типа такие, а чё, как, где, зачем, кого? В данном магазине ничего не Непонятно. меняется. Также продают просроченные товары, зная о том, что они просрочены. 402. Да, 402. То есть продавец знает, что это просроченные товары, все равно им продает. Вот так вам относятся в таких Зачем? магазинах, Для ребят. чего? Подумайте, куда вы идете в следующий раз. И Непонятно. чек можно? О, Да. и чек есть. И вот такой товар нам продали. Кофеек до 20.12 и сачок Я на не 2 понял месяца этого. просроченный. Это точно. Да, конечно. Роллы возьмем. Ну и какой-нибудь сачок. И я Момент тоже истины. прикупился. Продадут ли шаурму, которая просрочилась еще в феврале месяце? Лех, ты решил вот эти вот модные течения повторить? Прочистить кишечник, вот это прочистить желудок, да? Новый год. Да, вот это. Леха, это его обязанность продать. Нет, если он видит, что товар просроченный, он может отказать в продаже и сказать то, что товар не годен к продаже, и утилизовать его по требованию покупателя. Ну, это я говорю не из своей головы, а там есть такая книжечка, да, там все прописано. 608. А можно вопрос? А вы всем так продаете, если вы знаете, что просрочен товар? Ну мы же Я не сказали тебе, знаю. что просрочено, зачем ты продаешь? Я им прям показал, я говорю, он. Ты, то есть, намеренно травишь людей, да? Нет, ну это по телефону сказали, да, чтобы продавать? Не, он просто объяснил, зачем ты продал просроченный товар. Вот ты знаешь, что он просрочен, зачем? Молодец. Я не знаю, брат. Мы сказали тебе, что он просрочен. Я не знаю. На меня голос связись. Все. Консультация. Я думаю, вызывать надо. Что тут Да, тянуть постоянно, время? да, с Надо телефона. вызывать и оформлять. Третий раз уже и опять тухляк в магазине. Ну что, звоним на 102. Оперативный дежурный, служба Наталья. Анатолий Назарович, можем помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели вы сотрудников полиции в магазин продукты в городе Химки? Что у вас случилось? А приобрели просроченный некачественный товар, в том числе детское питание для Ну, или детей 3 заменить на лет. качественный, Город да. Химки, улица Молодежная, дом 76. Ну что, сказали, сотрудники подъедут. Через сколько, по-вашему, должны приехать сотрудники, если мы вот здесь, вот в этом доме, а отдел полиции вот он? Идти до него 3 минуты, на машине минуту. Через сколько, по вашему мнению, приедут сотрудники полиции? Чекай. Давайте засекать. Свой отдел открывается и закрывается для своих. Тут прошу заметить, как здесь все работает. Здесь очень грамотно. Схема. План банан. Он берет, увидел нас, вот этого в негативу вначале влил и закрывает. То есть покупатели приходят, стучат, он открывает, потом раз, закрывает, потом раз, открывает. Понял, да? То есть это у него. У него вроде как то работает, то не работает. Как, блядь, музыкальная шкатулка. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну, поехали дальше. Опа! Почему что он для вас открылся? На основании закона человек не может отдать предпочтение одним покупателям. Злоумышленники. О. Дискриминация. Еще что-то. Ну, этим. Дедов Морозов дискриминация их товарищей. Да. Вот. Само собой. Ой, еще. Еще? Чашка супа. Еще чашка. А я хотел чашку. А вот я как раз хотел заварить. Я придумал новый аттракцион. Можно прямо здесь, вот эту. Кстати, это гениальная идея. Чисто теоретически. Но, если честно, мне немножко страшно. То есть, чисто теоретически, если ты при вот, ну, когда вот так вот жестко прям борзеют, захавал, ну, какую-нибудь шаурму, которая просрочена на
10, там, да, 9-10 месяцев, по идее, ко всему к этому аттракциону может приехать кто? Ну, кто? Ну, ребята в чате сейчас подскажут. Там тоже с мигалкой, это, которая, вот это вот кота, да. Да, и, в общем-то, может стать плохо, понимаешь? То есть может стать дурно слегка. Поэтому я думаю, что да. Но опасно. Честно говоря, опасно, да. Может скорая приехать, да, 0,3. Вот. А вот там уже может как бы вот вред здоровью быть. Но это когда вот такие наглые продавцы и наглые владельцы тухлопритонов. То есть чисто теоретически это можно усандолиться вообще прям, ну, конкретно. Ну, наверное, об этом не думают. Ну и слава богу, что мы таким как бы не занимаемся, хотя проучить надо бы. Да, вот за такие вот движения. Погоду, я чувствую, что у меня начнется это вот. Пенная вечеринка. Да, с вызовом комплексом. скорой и со всем остальным. Так что вы с просроком, вот с таким количеством. Я приношу свои извинения, я не постриженный и не побритый, я как этот, да, тот самый, некрасивый, мне не нравится. У меня этот заболел, как его этот, который, цирюльник, да, вот эти вот. Который, да, я, извините, что я как этот выгляжу. Некрасиво исправлюсь. Я уже записался, буду красивым, ребят. В следующий раз подумайте, потому что там потом будет это, и комплекс. Будет прекрасная новогодняя ночь. Да. Правда, электричество придется заплатить чуть побольше. Свет в туалете В приемном горит. покое там бесплатно. А что тут еще? Разлив пива. А вы к магазину отношения не имеете, да? А я вот всегда, мне было интересно. Это что? Ты не понимаешь, что сыр. Сыр и чеснок. Ну ладно. Леха, ты за Орду или за Альянс сейчас играешь? Я вообще, знаешь, в World of Warcraft не играю. А это знаешь, что такое злой? Знаешь, что сюда захотел заплатили, пойти, ёпта. нагнуть тут весь магазин, потому что не играешь играю. больше Вовку. Правда? Ребята, Хотя а я-то хотел, каждое воскресенье в 6 вечера по Москве Нет, в если прямом предложили эфире бы. играю в игру World of Warcraft. Ага. На лучшем проекте Sirius, Да. а именно на сервере X4. Ага. Ссылочки в описании, скачивайте Да, игру. я, конечно, хотел бы тоже сейчас сказать, что у меня ссылочка внизу в описании, но они мне, знаешь, что говорят? Они говорят, давай в январе. Я говорю, ну да, давай. Поэтому, извините, это скип. Да. Я просто вот все можно купить? Вот так. Просто вот. Я максимально культурный. Я вижу, что человек здравый за прилавком, ну, более-менее, да, не кидается, ничего, вроде как общается. Я говорю, купить все можно? Он говорит, ну, в принципе, да. Весь И прилавок, вот. да. Будьте любезны. Он сначала не понял. Да. Это займет какое-то время. Хорошо. Да, и обязательно еще, знаете, вот начес очень понравились. Можно тоже начес? Ну, а как еще? Ну, посмотри, опять начинается. Но они к магазину отношения не имеют. Может, на первое замечание достаточно будет? Давайте мы проще сделаем, просто чтобы время не терять, да. Можно вас на секунду? На каждом товаре, который есть. Я пытался объяснить в самом начале. То есть я такой человек, ребят, когда вижу, ну, адекватных людей, может, продавец, может, ну не знает парень, да, нам, может, с корешем бизнеса открыли. Ну, не знает он, ну, не ознакомились. Ответственности не снимает, но здравость, как бы, думаю, Артем говорит, давай для начала просто объясним. Я говорю, ну, давай. И вот, пожалуйста. В реализации. В реализации. То есть, допустим, вот у вас лежит, видите, у вас есть срок годности, дата фасовки и всего остального. Весь этот товар я могу взять, просто открыть и высыпать на пол, потому что на нем нет Маркировки. вообще ничего. Достаточно стикера, просто это все стоит копейки. Лепите, когда Я был понял. заказ. Может быть, у вас есть где-то, да, может просто мы... Понимаешь, Лех, то, что у них есть, это вообще никак не важно. На каждом упакованном товаре в отсутствии потребителя должны быть... Какая Да, организация? никакая, просто покупатели. люди мы. Простые люди такие вопросы не задают. А вот очень грустно, что простые люди не задают такие вопросы, потому что надо бы. Нет, смотрите, давайте мы сейчас. проще откроем. Не-не-не. Тут такая, знаете, блядь, тонкая грань. Я говорю, не-не-не, все, я понял. То есть, ну, как начинается какой-то негатив, я говорю, все, я понял. Значит, идем по тяжелому, когда все покупается, потом все со слезами, с соплями, с заявлением, потом кукан от Роспотребнадзора. То есть, это он говорит, не-не-не-не, подожди. Тут такое это, да. Мы можем их купить. Просто вот как понять, какой у него срок годности? Может, вы мне скажете, когда он изготовлен, какой у него срок годности? Сейчас вам все ответят. Я не знаю, Саша. На вопрос, что за организация, он ответил, что Дед Мороз с оленями, так что
приехали, просят... Причем чистенький магазинчик, хорошая продукция. Ну, магазин неплохой. Ну, разливушечка. Опа. Город Клин. Добрый вечер. Нету, так что Маркировку просим. решим. Да, мы сейчас решим ваш вопрос. Сейчас, секунду. Да, это не наш вопрос, это ваш вопрос, который мы вам Пришли с задали. вопросом, уважаемый, я к вам обратился. К сожалению, реализуете данный товар вы, а не мы. Здесь Поэтому был вопрос к вздох, вам потому что сейчас. я услышал слово «уважаемый», «милейший», «достопочтеннейший». Продавать У меня килограммы. сразу начинается это. Не в килограмме. Вы можете 2 чипсинки положить просто сюда. Не, ну у нас... Как узнать срок годности? Как узнать, из чего он сделан? Так мы же сами следим за этим. Он вот сейчас хочет купить, как ему узнать? Есть закон. Информацию до потребителя вы доведите? Закон. Что-то. Откуда вы фасуете? 6-7 у вас, да? Да какая разница, сколько нас? Где маркировка? Здесь вот для чего-то начинается, сколько вас 6, сколько вас 7. Человеку говорят: родной, убери просто с прилавка товар, наклей. Ну, понятно, что мы уйдем, он продолжит это все продавать. Ну, хотя бы для вида убери, да, чтобы, ну, как бы адекватным человеком, да, быть. То есть, ну, он для чего-то, вот у него, видать, какой-то был переломный момент, этот московский синдром, блядь. Да, вот эта вот мутация. Вот. И он начал пенить. Не знаю для чего. Маркировка. Мне вопрос тут задают, из-за этого мне нужно... В машину поместимся все, нет? И сейчас прям вот как-то... Ну, я понимаю то, что и ваша это работа, но у меня тоже есть своя работа. Да нет, это не работа наша. Это хобби. Там, я так понимаю, главное, кто пришел. Сколько их? Любую дайте вот из этого. Тоже без То же маркировки? самое. То же самое, да. Не, она свеженькая, видно все, но факт остается фактом. Леха, я не вижу, что она свеженькая. И я могу предположить, что она на год просрочена. И обратно мне никто уже не докажет, потому что невозможно установить факт прослеживаемости. Да? Потому что должна быть здесь маркировка и маркировка от изготовителя. И они должны ее предъявить, чтобы я мог сравнить, что здесь дата соответствует с маркировкой Тим, от будет, да, изготовителя. на канале И тогда останется. я уже, да, поверю. Ну, сейчас есть какие-то документы у нас, руководство тоже спрашивает. Вот это документы, вот эти усы, лапы и хвост. Говорят: ребят, ну, обычные люди вам говорят, что ну, маркировка должна стоять. Просто, да, хорошо, все мы сделаем. Ребят, спасибо, что указали на недостатки. Все. Мы развернулись и ушли. Нет. Мы хотим. Ну ладно. Это у вас должны быть документы, а не у нас. У нас только паспорт гражданина Российской Федерации. Давайте смотрите, мы просто хотим указать на недостаток и все. Ну, хорошо, а с какой... Я просто, если к нам задают вопросы в плане этого, давайте проведем это все официально. Нет, Через так заявление, мы- через все остальное. Тут, знаешь, тут такой, вот опять тонкая тема. То есть у меня вообще с самого начала день, вот знаете, не задался. Да, не задался, потому что я пока шел до машины, подскользнулся 2 раза. 1 раз на жопу присел. Я говорю, что-то здесь, что-то там, да, видать, откуда-то говорят, что смотри, это что-то день будет, да, насыщенным. Но я человек спокойный, как я думал до этого дня. Да. Я вы Мы же не Чем именно? торгуемся. Но это... Я просто вам говорю. Как вы думаете, чем мы заинтересованы, если мы к вам подошли Без- изначально без, нормально, да, просто дайте попутали. информацию и все? Знаете, вот уважаемый человек общается О, более слыхали? адекватно, чем вы, если Уважаемый честно. Вы человек. очень грубый, серьезно. Я по факту общаюсь, когда вижу, что нарушение есть. Не по факту общайтесь. Давайте я куплю. Все, Лех. Вы заметьте, это вторая точка, где так говорят. Он говорит, вот этот человек вот общается, вот он уважаемый человек, уважаемый. Давайте я куплю. Уважение. Ничего не надо покупать, я вам ничего не продам. А почему вы откажете в обслуживании? У вас работает точка. Ну вы тоже должны предъявить документы, раз вы приходите. Документы на спрашиваете. покупку сухариков. Да, продайте, Я вам пожалуйста. просто передаю Пойдет. информацию, Могу. которую... Хорошо, продайте, пожалуйста, я купить хочу. Нет, у меня не спрашивают, кого я что продаю. Я вот тут не был. Я хочу купить. Вы мне можете продать? Нет. В Дед чем проблема? Морозов не обслуживает. Продолжим. Давайте. Вот, ты видишь, катализатор. Да, надо ник сменить на катализатор. Да, видите? Вот, но главное достучаться до истины. Ну, Непонятно. Продайте мне начес. Это не смешно. Понятно. По моему мнению, это хамство, когда человек начинает вместо того, чтобы предоставить маркировку, сказать, да, сейчас я вам дам, ребят, а кто вы, я вам не продам, и так далее. По мне это хамство. Я не люблю с такими людьми общаться уже, все. У меня на этом разговор короткий. Со вкусом бекона. о, бекона. Вот, что у нас еще? Арахис. Хорошо. Достаточно. У меня теперь вопрос. А как понять, что
Вот смотрите, вот у вас бекон, да, и бекон. Да. А как понять, что вот это вот это? А Что не это вы не из другого предыдущего пакета высыпали? Мы снегом фасуем. Как это понять? Ну это на стол. Мы возвращаемся к тому, Клянусь, что говорю. просто должен быть вот такая же штука вот здесь висеть. На каждой упаковке. На каждой Ну, упаковке. хорошо. По закону. У нас нету на весов, которые... Это ваша проблема. Хорошо, мы этот вопрос сейчас как раз таки обсуждаем с Артовым. Давайте. Я уже поставил в известность, Хорошо, что вы здесь отлично. с Дед Морозом, Да, с оленями со Снегурочкой. Да. Где Снегурочка? Снегурочки 2. А где? А посмотрите. Где? Куда? Налево. Налево? От меня, направо от вас. А где? Снегурочка? Они Снегурочки? Конечно. А почему вы видите Дед Мороза, а не без? Дядя Петя, ты дурак? Лишние вопросы. Снегурочка, уважаемый. Да. А где Снегурочка? Может, мы к делу перейдем уже будем? Ну, блин, Но как он так общается, человеку уважаемый? нравится поклонничать, ладно. Это не мне, это вам так Нагнетай. нравится. Хорошо, вы продадите или нет? Вопрос конкретный. Не переходите. Вы либо Это вы переходите. диалог. Мы пришли изначально купить. Вы продавать Вот будете за или нет? Снегурочек обидно было. Девочки у нас красивые, не надо. Тут вопрос простой, закрытый. Дарит Да, подарки. либо нет. Продавать будешь? На Да, камеру нет. хорошо снимать. Все. Сейчас как раз доблестные сотрудники едут. И у них есть, представляешь, прекрасная возможность Сейчас все это... разберемся, кто Снегурочка. И у них есть прекрасная возможность все это изъять, представляешь? В отделе, говорит, разберемся, кто Дед Мороз, а кто Снегурочка. Которые у нас касаются начисов, сухарей, ну и так далее. Нет, так на мои вопросы они отвечают просто. Это ваша проблема, это уже должно присутствовать сейчас. Законы есть. По закону. Сейчас мы вам не можем, конечно, предоставить маркировку. А какие дальнейшие действия будут, если она не присутствует в данном случае? Убрать все это с прилавка. То есть все, что у нас... Все, что реализуется не С нарушениями, да. С нарушением, да, так скажем. Да. То есть всю фасовку. Все. Все, что у вас с нарушением реализуется сейчас. Снегурочка. абсолютно верно. Слышно было или как? Ну да, то есть и рыба... Понимаешь? А вот если бы у человека и его руководства был доступ к моей правовой базе, которая доступна всем спонсорам на Бусти и Подожди, а Patreon. это не на Бусти на канале? На Актер, Бусти, да, актер, ссылка у меня в смотри. описании есть. Что я Видел? подписался сразу. Джордж И Клуни, там видел? эксклюзивные видео. Я начал читать, я теперь умный. Ты заметил, А что по горшкам выявляется как все? А ты эксклюзивное видео смотрел? Да. И как тебе? Очень понравилось. О. А они смотрели, не знаешь? Не знаю, ребят, но если хотите посмотреть Чувствуешь? эксклюзивный контент, получить доступ к правовой Согласись. базе со всеми статьями и законами, которыми я Гений, пользуюсь. гений. Ссылка, да, интеграции. где-то внизу? В описании ссылочка Просто есть они уже. спрашивают, а где? В описании, под этим видео прям ссылка. А, Да? Так, ну, смотрите, какой вердикт? Руководство говорит, что мы не можем предоставить эту маркировку сейчас, но мы готовы снять Пожалуйста. все Всё, позиции, вопрос. которые, ну, то есть не подлежат по закону. Руководству браво. Браво. По факту люди просто поинтересовались, кто пришел, что хотят. Им говорят, ребята, у вас, неправильно немножко продукции лежит. Хорошие вроде с виду, но неправильно замаркированы. Они... Все. Господи. Вот Александр, по-моему, да, зовут руководителя вот этой вот магазина, да. Молодцы, ребят. Я без сарказма говорю, вы молодцы. Молодцы. Немножко, у вас с юморком продавец, но все молодцы. Все хорошо. Все. Самое главное, я уверен, что они это сделают. Надо будет заехать как-нибудь. Вот. Это не так сложно. Есть стикер, такой пистолет, он стоит копейки. Все. Тук-тук-тук-тук-тук на каждый товар. Все. Это ж не надо каждый день делать. Молодцы. Это лайк от меня. Реализации. Пожалуйста. Да. Убирайте все. Все фасовки, вопросы? которые здесь у нас, которые у нас и на витрине. Спасибо за понимание. Все, мы к вам чуть позже зайдем. Вопрос. Все, спасибо. А если человек не начал спорить, все было бы гораздо быстрее. Пожалуйста, паровозик. Слушай, а может быть, если они сколько там, 50 тысяч лайков, да, схода наберут, Ну, может быть, мы по пивнушечкам? слушай, 50 как будто бы для них слишком слабо, ты их недооцениваешь. Подожди, у тебя же там, уважаемые люди, это сколько, 100? Давай, За 100 10 тысяч часов. лайков под этим видео. И под пивас контент И пойдет. мы по пивнушечкам пройдемся. Извините, там уже будет контингент наш. Из Орды. Ваш, да, из Орды как раз. Да, ребят, я не договорил, напоминаю, что... Я каждое воскресенье в 6. Не знаю, где ты там играешь, но в телегу я заеду. Я просто когда скачивал. Вообще ерунда. Пойдет даже на твоем тостере, 100%, да. Я прошу заметить, Сирус, тут Топилова идет до Талова. За идею, между прочим, да, в силу наших бывших вот этих вот. Да, вот. Старается, Алешка, старается, да. Можно и отметить галочкой. Карту могу скинуть.
Так что, друзья, ссылочка в описании, поддерживайте канал, ну и будем играть вместе. А у меня, кстати, розыгрыш проходит сейчас. Да? Какой? 50 тысяч рублей. Опа, где? Условия розыгрыша будут в описании под этим видео. Достаточно просто зарегистрироваться по моей ссылке в игре World of Warcraft. То есть это вот это вот, под видео заходишь, там кнопочка «Еще», открываешь, и там все написано. Да, и там прям есть условия розыгрыша. Ссылочка на Так телеграм. он мне говорит, я не знаю. Ребят, если надо что-то кому-то рекламу сделать, вы просто скажите, я просто за идею сделаю, вообще легко. Любой переход, любая вообще, гений рекламный этой. Он мне говорит, а как описание открыть? Я говорю, ты видишь «Еще». Он говорит, а где описание? Я А говорю, вниз надо просто колесиком мышки покрутить. Либо вот так пальчиком. Но я зайду. Зайди. Могу. 50 тысяч лишними не будет. Да. Итоги 29 декабря. Леха, а ты вот... Ребят, с Сируса, 50 тысяч лишними не будут. Слышали, Артем даже сказал. По факту, по факту. Годности воды смотрел. Никогда. О, так это у меня, с Солнечногорского района. Ну, когда до 7-23. Она настоялась. На полгода просрочено. Прикинь, это Спасибо за лайки, ребят. Магазины, Тём. Спасибо, кто поддерживает наш контент. Представляешь, здесь когда стояли фрукты, потом... Вот он. алкоголь здесь, помнишь, стоял? Мы, короче, пережили реально целую эпоху этого магазина. Блять, мы здесь были реально, когда тухлые фрукты лежали. Мы нашли там. Когда весь этот вот этот длинный прилавок был, вино, там, алкоголь, короче, там что там только не стояло. И теперь там сладости лежат. Я говорю, господи, целая империя просто пережита, да? Во время монтажа до нас дошло, что из магазина пропал весь крепкий алкоголь. Во время первого визита мы указали на просроченную лицензию на крепкий алкоголь, которая висела в уголке потребителя. Во время второго визита спустя полгода мы написали заявление, так как лицензия висела все та же просроченная. В этот раз ни крепкого алкоголя, ни лицензии в уголке потребителя, даже просроченной. Год прошел. Хочу отметить, что это, вот это, очень серьезное нарушение, все об этом знают, и это дело рук кого? Молодцы. Молодцы. Это только от вас идет. Кто-то там здравый и не один сидит. О, мужики, красиво. За год предыдущего мы визита. уже как здесь, как эти, как родные. И мне нравится, они меняют вывеску, перестановку делают, а ничего не меняется по факту. Суть та же. Мне, кстати, написали очень интересную историю. Какую же? У нас мальчик, у него мама работает очень много лет в этом, ну, вот во всем этом вот бизнесе с магазинами, с закупками. И он нам прям подробно кинул таблицу, кинул фото, сколько стоит товар за день до его просрочки, сколько стоит за неделю там. Короче, там, ты понял, то есть чем ближе к сроку годности, тем Цена ниже. конечный, да, товар. Куда, что не возьми, все везде с просрочкой. Поняли, что творится? Вот, тележка, все Тогда это объясняет с мытищами. То есть откуда людям привозят уже либо почти просроченный товар, либо просроченный. Потому что его выгодно покупать. Он ничего не стоит практически. Он стоит там несколько раз дешевле. Да? Но это мои размышления. Ну, логически. Нет. Тогда я им тоже про это ничего. Вот это правильно. Вот это правильно. Опа, пивко. Опа. Нет, ну вот. А я сама половину магазина закрыла. Я думаю, это правильное решение, на самом деле. Да. Я бы тоже не стал. Что такое? Не едет. А зачем ты ее возишь? Да пусть стоит. Вряд ли он ее на улицу потащит. Тем более у нас тут купленный товар, это будет кража уже. Ну, увозили у нас. А такие увозили тележки огромные? Да, тележки возили. В пятерочке даже было. Видео, кстати, так и не вышло. Надо выпустить на Бусти. На Бусти. Ссылка внизу в описании. А сейчас вот новогодние праздники, никто из блогеров видео не выпускает. И я, наверное, в январе в начале не буду выпускать. А для спонсоров на Бусти эксклюзивно выйдет видео. Там мы полностью пол весь закрыли в магазине просрочкой. Господи, святые люди, кто подписывается на Бусти, кто еще поддерживает не только лайком и подпиской вот весь наш контент, но еще и копеечкой. Господи, храни вас, я не знаю, все, что только может хранить. Спасибо за каждые 100 рублей, которые вы подписываетесь. Кто подписывается еще дороже, спасибо вам, друзья, большое. Будем и дальше стараться, и в новом году будем дальше стараться, чтобы сделать магазины и полки товаров чище, чтобы меньше людей травилось. Корзинами с просрочкой весь пол закрыли. Нормально. Это где пятерочка отличилась? Не, там в Москве Ссылочка, один кстати, магазинчик первый, большой да, такой. описании, Вот да. типа такого. И поведение сотрудников очень интересное было. Очень. мы любим. Да, спонсоры на Бусти на Патреоне посмотрят. Да, но я уже подписан, я увижу. Ребят, что-то мы долго ждем, забыли. поэтому я предлагаю продублировать вызов напрямую уже в отдел полиции. Звоним в отдел полиции города Химки. Первый отдел полиции понял, кто им звонит, возможно, и не берет трубку. Офигеть, 4000 Классика, знаешь, лайков ничего не поставили. меняется. Год прошел, ничего не стандарт. меняется. Спасибо, ребят. Просрочка, отдел полиции трубку не берет, сейчас посмотрим, какие полицейские приедут. приятно. Надеюсь, полицейские. Во. Вот он. Чтоб точно ты сбросил. прочистил, да.
Отдел полиции не взял трубку, но мы не сдаемся и звоним еще раз. Но наш герой не сдается. После первого гудка Помогите! просто пи. Что-то с тобой случилось, и ты просто слышишь вот это. Это, ребят, на секундочку телефон взял с Яндекс.Карт. Но могут сказать, что на Яндекс.Картах не обновили просто информацию, поэтому давайте возьмем с сайта МВД РФ номер телефона. На сайте МВД тот же самый номер телефона указан. Какое данного отдела полиции. Совпадение. Давайте еще раз позвоним. Смотрите, на этот раз звонок с сайта МВД. Не из каких-то там карт. А как в дежурке трубку не берут? Не знаю, вот уже сколько, минут 10 пытаемся Ну дозвониться. как? Кто там сидит в аквариуме? Он просто чем он занят? Чай пьет. Плавает. И Он скинул. ответил и сбросил. Мы с вами не сдаемся. И Алексей позвонит сейчас со своего телефона, с номера, который, возможно, они еще не знают. Чего у них происходит? Гудок идет, понял, и... Можешь прям вот со звонком к нему туда, в аквариум зайти и Вот, сказать. в Взял отделе трубку, полиции говорит, не до «Нет, не разговоров буду». с гражданами, понимаешь? Хо-хо-хо, с наступающим Новым годом! Расскажешь стишок, Максим? Давай, мам. Ай, ну давай! Дедушка Мороз. Борода из ваты, ты подарки мне принес, старый Дедушка Мороз. Ну, или почти так, да. Наверное, замерз, весь день ходил по Добро. городу, отморозил бороду. Нос клади на батарею, я тебя сейчас согрею. Браво, браво, молодец! Праздник хоть какой-то. хочет? Давай подарок выбирай. И я стою в этот момент и думаю, говорю, блядь, хоть бы они ничего из тележки не взяли. Малой сейчас как в тележку руку запустит, там потом не откачаем. И я вспоминаю, что на прилавке вверху, когда я проверял, там Рафаэлло, еще что-то, я проверял на сроки годности вот эти все Рафаэлки. Я говорю, ну-ка дай-ка вот этот ларчик, он красивый такой тоже, ну я думаю, приятно, может там с матушкой поели. Если что, малой и маме большой-большой привет. Молодцы, стихи знает, молодец. Выбирай подарок, какой тебе нужен. Дедушка Мороз его оплатит. Скажи, Дедушка Мороз, я хотел какой подарок. Ну скажи, какой, покажи. Какой ты хочешь подарок? Скажи дедушке, можешь на ушко сказать. Ламборгини. Я хочу классный подарок. Классный. А какой именно? Вон, смотри, он что хочешь? Выбирай. Я хочу дорогу. Нет, то, что здесь есть. К сожалению, у Дедушки Мороза сейчас нет дороги. Вот это пойдет? Не надо такой. Нормально. Не надо. Ничего себе, дорогой. Давайте, Да ладно, не нормально. надо. За такой стишок надо 100%. Не, ну как старался. С наступающим Новым годом! Скажи спасибо. Молодец. Тебе спасибо. Спасибо большое вам. И вам спасибо за настроение. Добро наполняет. Сразу настроение поднимается. Новогоднее, Я да. посмотрел, я до этого сундучка срок годности смотрел, кстати. Я просто специально его взял, потому что я не знаю, что там. Ты в дежурный час опять звонишь. Алло. Ты куда звонить собрался? Я, правда, сейчас с телефоном и с оператором пойду туда. И буду стоять, смотреть ему в душу и звонить, пока он не возьмет трубку. Это Химки. Вот, люди звонят в отдел, я не могу дозвониться. Это официально. Алло. Здравствуйте. Не можем до вас никак дозвониться. Вызывали сотрудников полчаса назад. Подскажите, когда их ожидать? Молодежная 76 мы вызывали в магазин продуктов. Алло. Что там у давали вас? заявление, что там у нас? 102 обращения 102 делали. были обращения. Я спрашиваю, я, значит, не в курсе этого обращения. Значит, надо знаешь, что сделать? Берешь бумагу и в свободной форме на имя начальника отдела пишешь что? Правильно. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию. Если в дежурке ты не знаешь ни оперативную информацию, ничего ты не знаешь. Это очень грустно, очень плохо. Мне прям очень стало грустно, да. Потому что когда дежурные меняются, мне рассказывали, я это сам не знаю. Да, на всех причем службах они передают оперативную информацию и что вообще происходит. Да. Но это не важно. Очень странно, что вы не в курсе. Просроченный товар. Сотрудники, они выехали уже по адресу или они не выходили еще? Да. 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 Подоконник вровень со стенкой или выпирает? Да. Молодец. Хорошо. Все, мы ждем. Мы ждем. Спасибо. Меня удивило то, что он не знает, какой вызов был совершен Да, в его Если отдел. даже, он говорит, был другой дежурный, как они не Молодцы, передают ребята. информацию? Я и говорю, у них же Мне- есть. У меня друг Леха,
Вот он говорит, когда дежурные меняются, они доводят оперативную информацию и все заявления. Представляешь, чтобы быть в курсе всех событий. Какой друг? Кто-то нас обманывает, получается. Либо тебя Леха, что Да. вряд ли. Что вряд ли? Вряд ли. Либо дежурный. Но мы Вряд утверждать ли. не можем. Вряд ли, пацаны. Сейчас бы Леха в говна Хасл не онлайн скажет. поиграть с телефона. Или Радмир РП с ПК. Да, сейчас! Поиграем. Ну, когда позовут, тогда поиграем. Ничего у вас не получится. Я играю дома с ПК в Радмир, а когда где-то в дороге... Да, где-то. Главное вот не пропустить. Вот здесь вот прямо сейчас будет. Либо лежу на диване, и мне лень садиться за компьютер, с телефона в Хасл. Давайте фотографируемся, пока все равно ждем, стоим. Все, хорошего вечера, ребят. Ой, парням всем привет большой. Пацаны, вас там набежало? Как тараканов, да. Молодцы, там просрочку помогли искать. Я кэсик им дал. Я говорю, пацаны, да, за каждую просрочку по 100 рублев. Я говорю, ну давай-ка. Побежали сразу, как эти. Да, нашли, ну мы им косарь дали, считать не стали. Я говорю, ладно, там нашли что-то немножко. Я говорю, ладно, пойдет, может там что-нибудь вкусненькое себе купит. Пацанам привет, с вас лайк. Вот так вот. Плюс подписчики, да. Все, счастливо. Очень позитивно, ребят. И тут начинается аттракцион неслыханной щедрости. Мы пока там фотографируемся, заходит женщина в магазин, свой клиент. Тут, как там этот шпион, да, я так понимаю, вслед заходит девочка, то есть магазин работает. Неизвестный, естественно, мне, с каким-то якобы телефоном. Да, весит девочка килограмм, наверное, 40, дай бог, там 43-45. Да, вот такая. Пожалуйста, смотрим очень внимательно. А вы не заходите. Девушка, вы не заходите. Еще раз. А вы не заходите. Девушка, вы не заходите. Девушка, вы не заходите. Я же объясняю. Почему вы так с не девушкой желаны ведет в этом себя? магазине. Вот. Я еще так частично глянул комментарий у Артема, пока в машине ехал. Есть кто его дефует. Есть кто его дефует, говорят, бедного, несчастного дедушку довели. Как же вам не стыдно? Мне не стыдно вообще. Потому что этот дедушка протянул ручки к девочке. Это очень плохая примета. Да. В момент того, когда мальчики отошли. То есть при нас он этого не делает. Он такой весь классный парень. Да, но вот эта вот мышиная натура дедушки, она сработала, когда мальчики ушли. И вот что случилось, то случилось. Я думаю, что если бы это произошло с вашей мамой, не дай бог, сестрой или еще чем-то, то в лучшем случае это бы закончилось, как у нас. Да. Но в худшем, я думаю, мы все понимаем, как бы это закончилось. Тем более, если бы вот такая ситуация произошла, ну, например, на Кавказе где-нибудь, да, у нас. Я думаю, что там бы разговаривать люди вообще не стали. Вообще никак. И нигде, и никак. Потому что никто не имеет права, любой мужчина, тронувший женщину, девушку, женщину, девочку, неважно кого, представителя женского пола, который ничего не делает. Она заходит в работающий магазин с телефоном, заходит не с телефоном. Это общественное место. Ну, вот так выталкивать за голову, это, конечно, ну, свиньей надо быть редкостной. Ну да ладно. Поехали дальше. Уберите ногу, я говорю. О, а вот этого я не видел. А вот этого я не видел. А ну-ка еще разочек, сынок. Ну-ка. Девушка, вы не заходите. Девушка, вы не заходите. Я же объясняю. Почему вы так с не девушкой желаны ведет в этом себя? магазине. Уберите ногу, я говорю. Да они приходят, снимают, потом в YouTube выкладывают это все. Так, девочек уже нет. А, вот. На Сабину напали. Ну, вовремя вы ушли. Пришла женщина.
В этот момент Леха, он говорит, я чувствую, меня кто-то немножко в спину толкает. Я говорю, оператор, что ли? А, нет. А это Леха 2 пришел. Есть вторая сущность в виде гномика. Она живет глубоко где-то во мне. Сущность из вот этого вот. Да, когда я был молодой, горячий, да-да-да. Вот это вот. Там это вот. Водородная бомба! Нет! Нейтронная бомба! Ну, вот эта вот сущность, да. Очень такая она. Да. И тут она, представляешь, спустя столько лет, она вырывается. Я понимаю, как у Бурунова, видишь, он глаз задергался, все, да. Вот, пожалуйста. И, в общем-то, начинается все, как мы любим, да. Вот, пожалуйста. Я просто, если честно, в этот момент задумался, как тронули. Ну, то есть у меня в голове мелькает мысль, причем неважно, кто бы это был. Я такой человек, я так воспитан, наверное, просто в нормальной семье, да, в нормальном обществе, где, ну, тронуть женщину – это зашквар. Бить, там, толкать, избивать как-то и так далее, да, там, слова словами. Но трогать – это, ну, это все, это паскудство последнее. Вот, поэтому вот, пожалуйста, вот они глаза, запомните их, поехали. Смешное дело. Если бы Настю тронули, любую другую девушку я бы увидел, поверьте, я по жизни поступаю так же, если кому-то интересно. Я горжусь этим, и я горжусь, что меня так воспитали, что я в стороне не останусь. Это так должно быть везде и всегда. Вот так вот я считаю. Поехали. Спрашивает у кассира, открыт ли магазин? Он говорит, я сейчас пойду посмотрю. Пошел, этот из мясного открывает. Сабина хотела туда зайти вместе с этой женщиной. И он ее прям так... Вообще, вы знаете, это, наверное, ненормально смеяться над собой со стороны, но я не смотрел это. Я, правда, не смотрел, и очень смешно со стороны это все выглядит. Когда фляга свистеть начинает, да, мана откатилась, я понимаю, что все, сейчас оно пойдет. Воздух, он вдыхается вдвойне интенсивнее. Да. За голову просто вот так вот пинает, вот этот из мясного. Прям вот так вот выталкивает. Добрый вечер. Как, мясо зашли купить? Ребят, дайте я Без камер. Камеры уберите, ребят. Камеры уберите. Я не хочу. Напоминаю всем то, что в общественном месте, тем более, когда мы знаем то, что совершено какое-то правонарушение, да, на наш взгляд, мы имеем право снимать все, что касается этой ситуации, нас самих и, соответственно, людей, которые, по нашему мнению, совершили это правонарушение. Так же, как я, если я, допустим, буду где-то стоять в замочке чужой машинки ковыряться, и меня со стороны снимают, я потом не смогу на этого мальчика сказать или девочку, что ай-яй-яй, что ты меня снимаешь? Он скажет, ну извините, я фиксирую видео, потом посмотришь на себя, да, в этом там, в полосочку, да, будет все, в клеточку. Зачем на девушку напали? Зачем девушку толкали? Она нежеланная в этом магазине. Здесь очень внимательно. Я говорил с самого начала стрима, здесь начинается самый экшен. Я попросил бы очень внимательно и четко слышать каждое слово, все, что люди говорят. То, что он с самого начала ляпнул, ладно, как бы это полбеды. Я имею в виду, когда мы только в магазин, да, зашли, то есть он уже с негативом нам что-то сказал. Когда я слышу, вы в этом магазине нежеланные гости, поэтому я перед вами закрываю дверь. Для меня это, есть два варианта развития событий. То есть нежеланный по принципу физическому, то есть конкретного, да, человека, либо по национальному. Второй признак – это очень вообще печальная история, это очень грустная история, да, конкретно в нашей, по крайней мере, стране. Первый признак – это еще хуже, потому что, это, знаете, из разряда «ты мне не нравишься, иди отсюда». Иди отсюда, тогда закройся дома и сиди, не общайся с людьми, если ты неадекватное быдло. Поехали дальше. В магазине покупать. Слушайте, Кто ты такой, чтобы решать? Я хозяин этого магазина. Кто ты такой, чтобы решать? Ты услуги оказываешь. В первую очередь. Какой продавец? Это мой бизнес. Какая разница, ты продавец? Что ты мне тыкаешь, чокаешь? А ты что мне тыкаешь? Ты что, друг? Я не буду с вами конфликтовать. Вам Да мне вообще плевать, кто Выйдите из моего магазина. девушку. Потому что она заходила, я не разрешал. Какая разница? Ты ее толкнул. Выйдите из Кто тебе дает право толкать девушку? Магазин у тебя открыт? Нет, Ты им торгуешь, людей пускаешь. это мои покупатели. Я их Кто такой, чтобы так разговаривать, а?
Я человек. Я прежде такой же всего. человек, я Ну к и тебе всё. пришел, будь добр, стань за кассу и продавай Не товар. буду ставиться за кассу, и тебе Тогда я не стой, буду вообще со мной не продавать разговаривай, понял, нет? Выйди из моего магазина. Ты можешь Ты выйти. что так Я разговариваешь, не я тебе выйду сказал? отсюда, я здесь арендую помещение. Да мне Стой, без арендуй, разницы. значит, И что всё. хочешь. Будем здесь, значит, А до я не талого буду стоять, вам понял, нет? отпускать. Каждый день я здесь буду Не у тебя будете стоять. Не Кто будете ты такой, стоять. чтоб ты мне сказать? Я еще раз говорю, я арендую Кто ты здесь такой? помещение. Арендуй. Возьми, закрой тогда Мы свою тут раз с шарашкину вами контору. договорились, вы свои обязательства не Какое С тобой никто не обязательство? Я договаривался, тебя что ты попросил не болтаешь. выкладывать в YouTube, ты все равно выложил. Когда... Он Вот здесь это вообще песня. Настолько бестолковый, тупой вообще человек, который... Вот их собралась шайка-лейка, да, вот этих вот горе-продавцов. Понятно, что он говорит, а я не имею причастности к этому магазину. Не, конечно же, ты не имеешь причастности к этому магазину. Ты просто так с ними за ручку здороваешься, якшаешься. И самое главное, что у вас еще и... Не буду я говорить, какие у вас еще взаимоотношения с владельцами этого магазина. Так получилось, что мне вот одной ночи хватило. Там, знаете, вот у нас есть люди, я говорил, они разные нас смотрят. И вы знаете, в тот момент, когда вы думаете, что вы умнее всех и подставляете писюн, да, к нашей пятой точке, вы уже на этом писюне сидите. Поэтому, друзья, это я образно сказал, если что, конечно, осуждаю все эти движения. Я говорю к тому, что вы даже не удосужились посмотреть, на чьем канале вышло, что вышло, где вышло, что мы разные люди, что вообще два разных совершенно человека. Вот. И мы уже, в принципе, я поехал, я владел определенной информацией по этому магазину, что там вообще происходит. Вот. Но они об этом не знали. Давайте посмотрим дальше. выложил. Ко мне. Это все ваше. Какое И он ваше? захотел. Какое Я попросил ваше? не Мы два выкладывать отдельных это. человека. Нормально поговорили. вы Два сказали, не отдельных будем человека. выкладывать. Поэтому я вас и не Да я пускаю. горжусь, то, что они все выложил. Потому что быдло надо выкладывать, Меня понимаешь? зачем выложили? У Девушку меня на все в суд порядке было. Я девушку не пускал, потому что это не моя покупательница. Какая разница? твоя, Ты твоя, оказываешь у тебя услуги. магазин. Ты представляешь? И мне надо жалеть этого человека. Вот люди в комментариях, как же вы так очень старого, очень прям древнего, да, человека довели. Он говорит, это не моя покупательница, это люди второго сорта. Идите отсюда. Все. Это габелла, блядь. Это, понимаете, мы думали, что мы на дне, да, но снизу нам со дна еще постучали. То есть есть еще куда падать. И он, в принципе, туда вот упал. Хотя я тогда еще на том рейде говорил, я говорю, Тём, вне камеры, я говорю, мужик нормальный, адекватный, он реально себя из всех тогда более-менее адекватно повел. Более-менее, то есть он, хотя бы кидаться, да, там не стал. Да, были угрозы, но как-то он посдержанней. Здесь я не знаю, то ли его надрочили и сказали, что он Рэмбо, да, Джеки Чан, и, в принципе, ему все можно. Он говорит, я хозяин. Хозяин чего? Жизни своей, может быть, хозяин, да. Но как только ты открываешь точку, будь любезен. Да, вон там он, вон висит, вон правила торговли, вон она, книжечка, вот она висит, вот там, да, над моим плечом. Вот там вот надо почитать, да. И вот хозяин, вон там он, вон, синенькая книжечка. Я имею право не Ты повелся разрешать как- в магазине. не имеешь права. съемку. Не имеешь права. Мне это объясняли. Если закон не по знаешь. какому праву? Мне объяснял Закон. человек. Подтверждает мои слова. Мне это объясняли. То есть, его просто взяли, дезинформировали, и ему сказали, что, слушай, ты царь и бог, ты можешь, в принципе, газовать до талого, все нормально. То есть, синюю книжку не надо читать, где все четко прописано. Но, видать, ладно, так проще, наверное. Да ладно. Какой? объяснял. Ты живешь в России, какой закон, я тебя Ребят, спрашиваю? принесите тележку. Не надо мне вот на это сейчас. Ты Какой живешь закон в России Не надо, пожалуйста. тебе В России законы допускает? России, знаешь? Какой тебе Которые в стране ты допускает живешь. толкать женщину и не пускать ее? Я не пускаю женщину, потому что она заходит с камерой Какая без разница моего с кем? разрешения. Я не разрешаю. Какая разница, это видеосъемку общественное место. В своем магазине. Это общественное место, я тебе сказал. По закону. Выйдите отсюда, Никто пожалуйста. не Можешь ты выйдет. выйти. Я покупатель. Выйдите, Мы пожалуйста. сейчас будем собирать вот это все без маркировки. Выйдите, пожалуйста. До свидания. Никто Этот ничего. Моя товар- просьба отклонена. Этот товар продается без маркировки. Выйдите. Вот мы сейчас его соберем. Он везде Молодец, продается что без сказал на маркировки. камеру. Я узнавал, на него есть сертификат добро, и все. покупай. Все, добро. Сейчас будем Я покупать. не продаю вам товар. Кто спрашивает? Магазин открыт. Я владелец, Ты реализовываешь товар. Я владелец Да мне этой плевать. точки. По Мне закону тоже. ты обязан мне его Не продать. продаю, не по Обязан. закону. Обязан. Не Делай, по что закону. хочешь. Не по закону. Не по закону. Не по закону ты Не по живешь. за- Я живу по закону. Где Я ты по имею право закону не живешь? отпускать тебе Где ты товар. по закону живешь? Ты уже 2 статьи нарушил. Какие две статьи нарушил? Какие? Рукоприкладства нет? Какое рукоприкладство? Я не На разрешал камеру заходить посмотрят, отсюда. одобрят, все. Какое рукоприкладство? Кто я?
Я... мамой клянусь, не было его. Не было, нет. Не было, ну не было рукоприкладства. Не было. Ну ладно. Нет. Делайте, что хотите, ребят. Все. Дай корзину или тележку. Я не дам этот товар вам. Пускай полиция приезжает. Пускай, вызывай, Я не дам вам. Я хочу купить товар взять. Я не продам это. Вот здесь вот это вот, все вот эти вещи, я не знаю, может, в детстве били человека, может, воспитан он так. Он любит всех толкать и трогать. Будьте аккуратнее предельно с этим человеком, потому что, ну, вот мы видим, да, то, что человек постоянно, ему надо кого-то подержать, ухватить. Я, конечно, не хочу говорить какие-то вещи, но это выглядит очень странно. Он постоянно тянет руки, то есть он провоцирует человек на конфликт, на прямой открытый конфликт. Да, это, напоминаю, надо пожалеть дедушку. Дедушку, да, 80-летнего, надо пожалеть. Да, все верно. Этот товар Не надо меня руками трогать. Я не продаю этот товар. Я не продаю этот товар, я тебе говорю. Я тебе говорю, я не продаю этот товар. Я не успокоюсь, блин, вы уже достали просто старого Вот эти вот все вот эти кидания. человека, выйдите отсюда, я тебе Ты говорю. нарушаешь законодательство Я не Федерации. Ты нарушаю, толкаешь я вам девушку, не ты мне что-то продаю. говоришь еще. Есть закон. Понимаешь? Закон обычный. Все этот товар продают вот так, понимаешь? Какая разница, Никто, все? каждый, в Пиво каждой... тоже все продают. Ты хочешь в каждое копыто, чтобы я поставил этикет? Да, да. Чтобы вы понимали, там лежит всего штук 5-6 вот этих вот разных. Там язык лежит, ну, говяжий, копыта лежат. Наклеечка, понимаете? Вот вопрос в наклейке. Наклейка, на которой просто вот дата, срок годности там, да, все. Там вопрос, вот он, выеденного яйца не стоит. И я бы зашел, сказал, это лучший мясной магазин, покупайте там. И я бы это сделал. Я реально, я такой человек. Если люди исправились, и они здравые, адекватные, почему не сделать? Ради справедливости. Но здесь, видать, ну, маразм крепчал. Да, так и должно быть. Нигде такого нет. Какая разница, где, нигде, это все стоит копейки. Во всех пронумеровать. супермаркетах это есть. В чем проблема? Ты там сделал, почему здесь не можешь Вы сказали, сделать? пельмени сделал. Я Ну сделал молодец, себе коробку. красавец. То есть он может сделать. И он знает, что мы были правы. Он взял, там сделал, вот на этом вот прилавке. Но здесь он говорит, не надо делать. Все, устроюсь, но не надо. На пельмени. А что ты А ты тогда купи меня не слона. пускаешь их взять, если они по закону у тебя промаркированы? Почему ты ко мне так Вот относишься? поэтому, понимаешь, у меня все было нормально, да? У меня на Яндексе 5 стояла оценка. После того, как вы все это сделали, люди не стали разбираться, Главная что я оценка. не отношусь к этому магазину, что я арендую Главная отдельный оценка участок. на Яндексе. У меня до единицы спустилось. Так это все твое поведение. Окей, тогда было. Сейчас. Чем я Вы хуже, не чем будете- женщина? вы не будете покупать. Кто Вы не сказал? Все готов у тебя покупаете. купить. Я бы купил. Продашь? Все, продашь, я не покупатель, ты говоришь. Я тебя покупаю все, что у тебя на витринах лежит. Зачем тебе что? Какая разница, зачем мне? Опа! Забуксовали. Так все-таки покупатель. Я бы купил. Я бы реально это все купил. Это не такая проблема. Это, ну, давайте объективно. Не такие это огромные деньги. Но дело принципа. Я говорю, давай. Но зачем тебе это? Собираем некачественный товар. И не стал. Не стал продавать. ребят? Некачественный товар собираем. Сейчас полиция оформлять с тобой. Я его привез вчера. Вы что, ребят, какой он некачественный? Маркировки нет. Сейчас Не надо оформлять все этого это делать. Сейчас Нет. оформлять все Есть это будем. какая-то хотя Сейчас бы полиция документация? приедет, оформлять все это будем. Я завтра привезу сертификат Сейчас. на него. Ты же сам сказал, что ты продаешь его без маркировки только что. Ты сам себя подставил Он только что. везде продается без маркировки. Я не знаю, где везде. Я знаю закон Российской Федерации. Давайте я вам скажу, куда поезжайте и посмотрите. Мне не Везде. надо туда ехать, я здесь вижу. Я знаю закон Российской Федерации. Поезжайте и посмотрите. Закон. И все перед У меня, законом. говорит, друзья там тоже торгуют без маркировки. Вот поезжайте, смотрите. Они мне сказали, значит, так и надо. Да. Все возьмут, начнут прыгать, да, вниз головой. Да, ну так надо. Ну ладно, я тоже так сделаю. Мы равны. Если ты говоришь, что все так продают, значит все нарушают. И за это есть Ты штрафы. представляешь, вот просто вот человек заходит, ему говорят, вы здесь нежелательные посетители. И девчонку вытолкнул. Пока мужиков Она нет. с камерой. Так какая Она- разница, какой ты имеешь право ее трогать? С камерой. Какая разница, может, она беременна? Мне заходят люди. Куда говорят, ты ее «Можно я рукой трогаешь? сфотографирую Еще раз я мясо, тебе говорю. сфотографирую?» Давай останься один. Будем один на один разговаривать. Во! И вот здесь вот начинается очень интересная вещь. На нее я тоже прошу заметить. Вот эти вот один на один разговаривать, это... Ой, носик не дышит.
один на один разговаривать — это такой тонкий психологический ход. Типа, это, знаете, как у недобросовестных сотрудников полиции, они давят то, что вы сейчас в отдел поедете. То есть привыкли, что это как бы, наверное, должно работать. Да, то есть сейчас все должны испугаться, разбежаться. И то есть я с человеком в мясном отделе с ножами, с топорами, да, должен один оставаться. Я ему говорю, давай, по одной причине. Потому что, да, я был бы очень рад, если бы он что-то достал, да. Я приехал не один, я приехал с кем? Правильно, да. Валерка, друг мой, лучший друг, лучший. Работает как часы, да, молодец парень. Или не парень, не знаю, короче, не суть. Давайте. Выходите, мы с ним поговорим. Не, подожди, как у тебя рабочее время сейчас идет в магазине? Какое рабочее время? Я ему говорю, тормози. То есть я понимаю, что он сейчас соскочит. И он не ответит за то, что он сделал. То есть он берет, у них первое, он давит на то, что ой, мне плохо. Ой, все, мне сейчас здесь закончусь я. Второе, это возраст. Опять же, психологический ход такой грамотный. Где, что же вы на деда-то, на бабку? Что же вы все? Я здесь торгую, бедный, несчастный. Но когда он по ноге девчонки прыгал, ему это не мешало. Возраст ему не мешал. Когда он за голову ее вытолкнул, ему это не мешало. Хватать человека, Артема, ему это не мешает. Все нормально, понимаешь? Все хорошо. Так что это не работает. Это как у цыган, когда, да, одного берут за шкирку и начинают все ой, мне было. Вот это то же самое, к сожалению, здесь, в этой ситуации. К сожалению. Сделал, натворил, отвечай за свои поступки. От магазина. И что? Я не желательный клиент. Они не покупатели. Кто знает, откуда ты знаешь, что не покупатели? Да уж ты первый раз сюда приходишь. Давай куплю у тебя все, весь товар. Зачем? Какая разница, зачем мне? Килограмм может, два. Ты просто говоришь, я не покупатель. Ты что думаешь, мы сюда за деньгами, что ли, пришли? Нет. А в чем проблема тогда? А зачем? Вот за этим. Зачем за этим? Просмотрим. Да чтоб вас показать, понимаешь? Ребята, просмотры в нашей жизни это главное. Главное это просмотры. Запомните, ничего не главное, главное просмотры. Поехали. А зачем? Вот за этим. Зачем за этим? Просмотры были. Да чтоб вас показать, понимаешь, таких. Так, я 6 лет здесь работаю. Какая разница, сколько лет? Нет я тебе пришел с претензией, я тебе по закону говорю, что ты не прав. Ты купил, и тебе не понравилось. Покупай, продавай мне. Вот у тебя прилавок, продавай мне сейчас. Продавай, что ты молчишь? Продавай. Продавай. Качественный товар. Продавай мне это. У тебя лежит это на прилавке. Ты сказал, я это продаю. Я у тебя это покупаю. Всю морозилку. Не надо все покупать. Продавай. Че ты сразу остановился? Я готов купить все это. Это просто говорим, понимаешь, человечность. В тот момент, когда тебя на входе перед тобой лицом дверь закрывают. И говорят, выталкивают еще, пока мужиков рядом нет. Потому что вы с камерами. Какая разница, с камерой или нет? Покажи себя с лучшей стороны. Мне со всей стороны потом звонят. Сейчас будут еще больше звонить. После этого тебе вообще все начнут звонить. Уже не только незнакомые и знакомые люди, тебе вообще в принципе все начнут звонить. Потому что, ну, это просто, это стыд и срам, блядь. Просто позорище. То, что ты натворил, это позорище. Ужасное позорище. А ведь можно было просто взять, просто сказать: о, ребята опять пришли. Пацаны, все промаркировано, все по закону. Мы ничего не просим, мы ничего, ни зачем не пришли. Ни за товаром, ни дай нам денег, ничего нам этого не надо. У нас все в жизни есть. Мы, блядь, пришли, чтобы вы просто людей не травили. Чтобы вы сделали согласно вон той синей книжке все. Нет. Начну кидаться, брыкаться, посылать и так далее. Вот, пожалуйста. Сейчас все больше будет. Да уже все равно, мне уже закрывать этот магазин после ваших приходов просто надо. Вы этого и добиваетесь, походу. Может, оно и к лучшему, чтобы просто порядок был во всех магазинах. Все. Молодежная если 76, вы это не понимаете, если вы думаете, что везде вокруг вас враги, что, пронумеровать этот товар весь промаркировать сложно? Да я нигде не вижу, чтобы его маркируют. Тебе сложно жить по закону и просто пронумеровать этот товар. Вы сказали, я пронумеровал. Птица вот сейчас с датами. Все, я не должен ничего говорить. Он возится, вот каждый день подвозится по 3-4 штуки. Что его маркировать? Он с коробкой.
Артемом, значит, вместе берешь. Почему? Его коробка. Потому что положено, понимаешь, закон есть. Подожди, на коробке написано до 24 года, до января, до декабря месяца 24 года. Я не вижу эту коробку. Мне покупатель. мне не нужна вся коробка, я беру по 4, Я по 5 не вижу штучек. коробку. Ты живешь по закону. Вот они, у тебя весь закон вот висит. Если ты не живешь по закону, сними этот стенд и пиши: я бандит, я всех кидаюсь, толкаю, у меня нежелательные покупатели. Прочитай 10-ю статью. Либо живи по закону. Вот эта книжка, почитай 10-ю статью. Там все написано, что и как должно быть. Закон о защите прав потребителей. Всю информацию должен предоставить потребителю, абсолютно всю. И это не потребителя проблема, что у тебя нет какой-то маркировки. Это твоя проблема, и только твоя, и только ты нарушаешь в этот момент. Сложно было проставить? 2 раза вы здесь уже были, 2 раза мы с тобой встречались. 0. И ты так ничего не понял. Первый раз ты меня вообще угрожал. Вытащить меня из магазина или как там говорил? Ты нарываешься? Бороду сними. Зачем? Ты нарываешься, я чувствую. Не-не-не. Бороду сними. Понимаете, да? То есть здесь слово, сейчас скажу какое. Поняли, да, какое? Вот здесь слово. Да, напоминаю историю. Для бедного, несчастного дедушки. Бедного, который 6 лет в бизнесе. И вот блогеры пришли, вот его вот бедного несчастного, а? Да, но забыли, напомним. Тут агрессоры. Я сейчас его просто выведу отсюда. Он всегда, кстати, руки, да, тянул. Я не знаю, ну, может быть, как-то это, да. И выходи отсюда, я тебя предупреждаю. На улицу Дедушка. Выходи. Ты здесь в этом магазине не будешь больше ходить, ты выйдешь из магазина. Я его сейчас ударю. Первый раз все были сильные, Да. мощные. Сейчас Сложно было ударю. сделать. Ты здесь больше не будешь Просто, ходить. вот мне просто интересно, человечество. Я же сделал. Там же сделал. Я же объясняю. Он подвозится по 4, по 5 штук. Вот больше не нужно. Оно и так не продается, что больше. Тебе должны документы. У меня вопрос, а где полиция? А? Мне в каждый засунуть этикетку. с Сверху какого приклеить. она даты. Сверху приклей. Просто вот стикер, вот такой вот. Вот есть стикеры. Копейки стоят. Я тебе в тот раз 2 3 раза минуты говорил. пешком. Возьми ты, наклей ты на эту ногу, на язык, на что там. А ты кидаешься. Понимаешь, железной ширмочкой закрылись. И потом спрашивают, а почему такое отношение? Железной ширмой закрылся, вы нежелательный покупатель. Потому что я не хочу, чтобы меня выкладывали. Хочу, не хочу у Понимаете? себя дома. Это не- В сфере обслуживания вы обязаны обслуживать всех клиентов, независимо от цвета кожи, наций и вероисповедания. Будьте добры, по закону жить, а не по хочу, не хочу. Я тоже много что не хочу. Я тоже не хочу быдло видеть в магазине. Я хочу нормальных продавцов видеть, которые сказали и сделали. Они стоят мне здесь, кидаются, 1 останется, 2 останется. Вопрос маленькой этикеточки. Просто. Тем Из-за более, этого, половину сделал из-за уже. этого тебя за шкирку выкинут, По понимаешь? факту. Из-за того, что ты просто указал на Всё. нарушение. Обычная этикетка, причем по закону этикетка, которая должна быть. Тебя выкинут, тебя вышвырнут и скажут, что ты нежелательный. А потом они говорят А за потом будут человечность. доказывать за человечность. База пошла. И за то, что это вы вот ходите, вот его вам заняться нечего. Тележкой, год просрочки. Здесь сделали, ну сделал же, ну может же сделать. Так и есть. Все привозили на неделю. Яна, так и есть. Возьми, пожалуйста. Любой, первый попавшийся. Привозили на неделе. Напоминаю слова его. Я к этому магазину отношения не имею. Я не понимаю, почему Артем это не вставил. Он не имеет отношения к магазину, он имеет отношение только к мясному прилавку. Внимание. Привозили на неделю. Какой год просто? Возьми, пожалуйста. Ну, видел человек, видел, да, что привозили. Да, и срок случайно тоже увидел. Не имею отношения к магазину, ко всему ты имеешь отношение. И все вас там, понимаешь, у вас там шайка-лейка. Это мое, конечно, субъективное мнение, не знаю. Ну, Любой, первый попавшийся дает. Посмотри, что там внутри. От 13.02.23. Срок годности 14 суток. До февраля месяца. бедный, Смотри, что здесь бедный творится. человек. Здесь год. Это продали. Это все купили, продано. кстати, да. Неужели оно того стоит? Вот. Я говорю, вот толкнуть девчонку, еще что-то. Ну нормально же человек. Почему надо собачиться? Для чего мы это делаем? Почему нельзя просто людьми обычными быть? Смотри, что делает. Она проходит, он ее выталкивать начинает. А вы не заходите. Девушка, вы не заходите. Девушка, вы не заходите. Я же объясняю. Почему вы так с девушкой не желанны в нельзя? этом магазине. Девчонка весит 40 килограмм. Ты что наделал? Потому что покупательница моя зашла, я перед ней закрываю дверь, говорю, девушка, вытолкнул вы ее не за голову. зайдете. Она пытается все равно. Потому что она такой же покупатель. И Потому что она ты не такой имеешь же права ей не давать. И он до талого топит.
Доталова, сука, топит, понимаешь? Он до сих пор уверен, блядь, в своей правоте. Когда взяли за яйца, когда ткнули рожей в эту синюю книжку, он до сих пор усирается, блядь. Он все равно топит, понимаешь? Он говорит, блядь, все равно я прав. Бог тебе судья. Я прощаю всех. Я ни на кого зла не держу. Доступ к своему магазину. Девчонка, извиниться не хочешь? Извините, девушка. Кому? Ты все на нервах. Я даже не запомнил, кто был. Девчонку это позовите. Просто сказал, я и не запомнил. Кому-то сказал, а ее даже нет. Ну просто нормально. Шапочка была. И с тобой хотят что-то тебе сказать. Извините, девушка, на нервах просто все получилось. 1000 извинений приношу. Достойно. Просто извините. И вот здесь вот, все-таки, наверное, с телефоном в руке, видать, какое-то осмысление произошло. Может быть, подсказали. Может быть, все-таки очень надеюсь, что до самого человека дошло. Что все-таки, наверное, надо как-то немножко тормознуть ситуацию. Как-то, нужно ее останавливать. Потому что это жопа сейчас будет. Сейчас приедут друзья вот с такими вот. Да, и начнется здесь. Все. Вот это вот изначально надо было. Причем, еще раз говорю, никто не шел туда, знаешь, как к какому-то врагу или еще кому-то. Но не было такой цели. Все, мы вообще ждали, стояли полицию, мы вышли сфоткаться с людьми, и мы просто ждали, когда опишут просрочку. Все. Конец. Нет. Все вместе или сегодня. Ну, хоть что-то. Все, шоу закончено. Эй, вот это кто? Это же вообще не с вами. Вот эти... Какая разница, такие же покупатели. В смысле? Какие покупатели? Они в жизни ко мне не захотели. Какие покупатели? У тебя покупатель никогда в первый раз в жизни не заходит в магазин? То есть мать пацана за долмой, за мясом, за курицей отправить не может. Главная оценка на Яндексе 5. Вот это самое главное. А потом, а почему мне ставят 1? Да потому что эти же пацаны тебе влупят за твое отношение. И правильно сделают. Оценку 0, блядь. Можно было бы 0 ставить, я бы 0 поставил. Ты пойми, что нет такого заходили, не заходили. Все люди, которые приходят, ты предоставляешь услугу, продаешь товары. Все люди покупатели потенциальные твои. И ты не имеешь права кому-то отказывать в продаже в режим работы магазина. Молодец же, посмотри, как грамотно все сделал. Посмотри. Все По справедливости. Ну, чтоб потом не было. Специально на камеру показываю. Я говорю, ведь сделал человек. Суть-то где была вообще всей этой ссоры? Всех этих рукоприкладств, всех этих оскорблений, толканий, пинаний, вот этой нервотрепки. В чем была суть? Все же сделал, ну показываю же, даже после того, что он сделал, все равно, сука, по справедливости иду показывать. Я говорю, вот сделано, вот, молодец даже сказал. Чтобы по справедливости было, понимаешь? Хоть где-то, как-то. проставлено. Четко. Все есть. Состав, дата производства, температура хранения. Все есть. Я вот не понимаю, Реально честно, зачем мне показывать хорошее, стояло. когда я вижу плохое? Это как в магазине на свежий товар показывать, когда есть просрочка. Это может. Человек. Может. Незнание закона. Да как незнание, мы ему все объяснили. Ну вот на пельмешке объяснили, а на мясо не объяснили. Третий раз одно и то же. А все спокойно было, все хорошо было. С хорошим настроением. Я не понимаю. Самое главное. Как ты все это терпишь? Чё? Чё? Чего детей? Кормить, Лех, детей ты его будешь? Почему я должен кормить? Так же, если у тебя работу отнять, это не работа. Я не считаю то, чем я занимаюсь, работой. Я работал на работах. То есть, подожди секунду. Детей его кормить ты будешь. Если у тебя работу отнять. Мы работу отнимаем у него. Мы запрещаем. Мы вообще никакого на это права не имеем. Мы показываем, что происходит. Я еще раз говорю, это вот с Вамикс, это формата, знаешь как? Я говорю, ты бы по-другому заговорил, если бы на месте этой девушки оказались твои близкие. Ты бы сейчас не сидел, мне вот эту блевотню не писал. Или если бы ты мужчина и увидел, как такое происходит, ты бы тоже мне это не написал.
Я вообще, если тебе честно сказать, считаю, что вот такие люди, которые кидаются на других людей, вообще не должны в сфере обслуживания работать, если ты хочешь услышать мое мнение, лично мое, как человека. Я тебе тогда отвечу так. Книжечка-то тоненькая. Есть, понимаешь, все есть. Вот она книжка, почитай Если ее. интересно. Понятно, что это не единственное, что нужно знать. Но это основа основ, там уже написано, понимаешь, что вся информация должна быть доведена до потребителя. Почему я тебе говорю, маркировку сделать? Это вот просто вот взял, наклеил, все. Не знаю, где полиция. Не знаю, до Талова тянут. Тем отбор, да. Полиция едет. Там думают, кто поедет дальше. Все видео пересматривают, которые были. Давай посмотрим, может они мне перезвонили, а я не услышал. Вы будете смеяться, Дальше это вообще будет песня. Я вам говорю, вы даже не понимаете. Ролик Артема — это не конец. То, чем я занимался сегодня ночью, и то, что там сейчас творится, это вообще песня. Сейчас, родной, просто немножко дай времени. Я сейчас тебе все наглядно покажу и расскажу. И тогда ты свое мнение поменяешь, я думаю. До чего и кто дошел? Нет, не перезвонили. Я предлагаю продублировать вызов еще раз в отдел полиции. Во сколько был первый звонок? Первый на 102 был в 17 часов 11 минут. Назад. А у меня 1,5 часа назад. Звоним еще раз в отдел полиции. Первый отдел полиции, дежурный часть Химки Богданов. Добрый вечер. А не подскажете, сколько примерно ждать сотрудников полиции в магазин продукты по адресу Молодежности? Участковый уже направляется к вам. 3-5 минут. Все, замечательно, спасибо. И мы молодые ходим, все нервы трепет. Просто ни за что. Меня уже надо трясти начинает ни с того ни с сего просто. Вот из-за таких вот, понимаешь, персонажей. Ребята, все в этой жизни нестабильно. Стабильно только мясной магазин. Так, переходим к кульминации ролика. Прошу заметить, да? Ничего говорить не буду, спойлерить не буду, смотрим. Вот так вот сделаю. Здравствуйте. Участковый зовут меня Романов Михаил Викторович. Здравствуйте, здравия желаю. Первое дело полиции. Что случилось у А вас? вот, собственно, нападение на девушку. Какую И девушку? прямо, Что много сзади. народу? Кто на? А вот мужчина в мясном отделе толкнул. На видео. Все, Чего есть. столько много-то? Как? Покупатели все. Не, нас вот. Популярный магазин. Звездный состав. Здравствуйте. Что случилось? Не знаю. Кто вас обидел? Ну, то есть извинения я не знаю. Не знает он, блядь. А 2 минуты назад, извините. А как пришел человек с этим, с шариком в фуре, да? Я не знаю. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Что случилось, я не знаю. А где потерпевший-то? Что случилось? Расскажите, Когда пожалуйста. пыталась зайти в магазин, Да. закрыли верхнюю и начали выталкивать. Ага. С видеосъемкой хотела зайти. У нас зафиксируют на видео. До Талова, сука, с видеосъемкой. Он до сих пор уже сотрудник стоит. И он до сих пор топит за то, что вот все равно вот, блядь, вот нет, вот. Девушку Потому что это все потом в Ютубе выходит. Ну, понятно. Заявление будете писать? Да. Ну, давайте писать. Сами будете писать или устно? Давайте, наверное, устное, просто как правильно сформулировать, либо вы мне подскажете, я могу написать. Сказать. Давайте, тогда сама напишу. Девушку обижать нехорошо. Леха, я не слышу, сотрудник представился? Да? Да? Все как положено. Просто смотрю, сегодня новый сотрудник. Смотрю, с шапкой, с нагрудным знаком, все как положено. Первый раз, да, у нас. Веселое настроение, да? Новогодний. Новогодний. Конечно. Вы хотите его испортить? Мы вообще... Почему? Не знаю. Почему-то обычно так бывает. Спрашиваю. Веселым нарядом. Опыт такой, к сожалению, негативный. Почему у вас такой опыт? Так сложилось после общения с сотрудниками данного отдела полиции. Это как... Если что, вот эта вот женщина, я так понимаю, может быть супруга, может быть сестра или еще кто-то мясника. Ну, потом, как я понял, да, то есть имеет прямое отношение к нему. Назревает вопрос. Ее тоже толкаешь так же? Пинаешь, швыряешь, толкаешь, хватаешь? Наверное, нет. Потому что близкий человек или родной, или знакомый. А эту девушку можно. А вот номер 1, который в 3 минутах ходьбы. А вы не... Ясно, подпись. Не к ним, а просто... С ним. Слова были, что еще? Нежелательно. Просто Объяснив это, как нежелательно, да, покупатель. С видеосъемкой. Так, давайте с вами решим. Мы попросили вас все-таки установить личность данного человека, пока он не ушел, поскольку написано заявление. Ну что личность? Вот она личность. Что?
Что надо? Ну, проверить, может, это не он, может, он вам Консультации сзади по телефону идут. обманул. Паспорт, документ делать? какой-то. Что делать? Вы знаете его. Все пропало, шеф, Конечно, все знаю, пропало. Уполномоченный, естественно. Тут, наверное, написано Он должно быть. по-другому. Что же делать? Как же Вы быть? Балаян Юрий Рудольфович, да? Вы знаете его. Да. Конечно, знаю. Мы займемся. Здесь с Артемом не соглашусь. Это участковый, он обязан знать, тем более торговцев и всех остальных. Здесь не соглашусь. Здесь вот, ну, не знаю. Здесь ради справедливости все-таки, наверное, скажу, что он может знать. Конечно, но если он на участке работает, что он не знает, кто здесь работает, если это нормальный этот. Потом, просто если сейчас будем здесь выяснять, мы будем долго. Хорошо. Надо со всеми... Ну ты кринжи навалил, конечно. Сейчас я тебе отвечу на твоем тиктокерском. ОМГ, чел, слился, ёпта. Разобраться, а потом уже... И реализация. Да, давайте я вам подам заявление по поводу продажи просроченного товара. Смотрите, я конкретно приобрел вот данный сок добрый. Хочу заметить и обратиться к сие персоне. Вот сие, вот к этому человеку. Я знаю, что ты посмотришь это видео. Тебя очень сильно пожалели. Очень жаль, что Артем вырезал тот момент, что говорила Сабина. А вот я ради справедливости в бусте вырежу этот момент, а еще лучше выложу то, что мы снимали с нашей камеры. Я с Артемом поговорю на эту тему и выложу на бусте. И там вы подробно увидите, когда сотрудник полиции спрашивал, при тебе он спрашивал, причинили ли вам какую-либо боль, нужна ли вам скорая и так далее и тому подобное. Хотя ты ей по ноге прыгал, ты ее толкал, ты ей этой херней по башке дал. Она сказала нет. Она сказала все в порядке. Не причинил ничего. И от скорой она отказалась. А ведь могла бы сделать по-другому. Могла бы сделать со скорой. И боль могла бы разгореться очень серьезно. Да. И как результат, потом бы нам вот эта вот отписка не пришла бы. А пришла бы к тебе. Да. Там бы ты долго бы объяснялся. Человеку жалко тебя стало. Дословно тебе ее слова передаю. Жалко человека. Я бы не жалел. Честно. После вот этого усеру. До талого. Моя любимая фраза, кстати. Займемся потом. Просто если сейчас будем здесь выяснять, мы будем долго. Хорошо. Надо со всеми разобраться, а потом уже... И реализация. Да, давайте я вам подам заявление по поводу продажи просроченного товара. Смотрите, я конкретно приобрел вот данный сок добрый, предназначенный для питания детей с 3 лет. Я приобрел данный кофе. А так тут очень много просроченных товаров, вот тут до марта месяца есть, Ну, до февраля. Мать, что делать? Будем писать. Я также попрошу сделать возврат. У меня раз, Но это к сотрудникам магазина уже. 2. Не, ну я просто А говорю. что с ними да, так? Ну, год. То же самое все. Ну, не год, но 9 месяцев. Ну, это... Кошмар, приемный сотрудник По закону подход. прав потребителей, будьте добры, вернуть гражданину возврат. Давайте. Лех, тогда давайте просто сделай возврат, нет смысла 2 заявления писать, а я подам заявление просто. Вот такой мужик. Ой, там коры мочил. Вообще на позитиве. Молодец, молодец. Если увидишь, молодец. Молодец. Сейчас. Конечно. Вы сами будете писать? Я подать бы хотел устное заявление, если есть такая возможность. Ну, конечно, есть. 682 возврат на карту просто сделайте. Не наличные, на карту. Нету. Что нету? Вот у тебя терминал, вот у тебя компьютер, только на карту. Я не знаю. Позвони руководству. У нас пока время есть, позвони руководству, узнай. Нету. Чтобы вы понимали, с этой кассы делали возврат. Ну, то есть с любой кассы можно сделать возврат. Что нету? Ну, смотрите сами. Дело ваше. Давайте нам наличку. Только на карту. Позвоните Это по руководству, я вам закону, советую, потому что в тот раз суд с руководством списал с вашего 12 тысяч рублей со счета. Хотя вы не сделали возврат на 150 рублей. Ты что сейчас делаешь? Зачем? Толкнул. Толкнул оператора. Это есть на второй камере. Я не понял, для чего он это сделал, спровоцировать или еще что-то. Ну, короче, хз. Ну и что? Бабс.
Зачем ты там потерял, да? Рядом Шварцкого, рядом со мной. Не следят за товаром, да? К сожалению. Данный сок предназначен для питания детей с 3 лет. Ну, это понятно. Что Нет, это важно. Может быть, состав уголовной статьи. Данный сок предназначен Для питания детей с 3 лет. 21:12-17 часов, 04 минуты в магазине продукты о Grand Fresh, расположен по адресу молодежного училища. Я приобрел просроченный товар, а именно сок добрый объемом 2 литра со сроком годности до 24.10.23 года. Данный сок предназначен для питания детей с 3 лет. Считаю, что данный товар опасен для жизни и здоровья граждан, в том числе... Детей до 6 лет. Те возврат-то сделали? Нет, так и не сделали. Ну что, вы решайте вопрос с возвратом. Только наличка есть. А терминал возврат не осуществляет? Ну, значит, надо вам как-то, не знаю. Я понял, что он не знает, как сделать. Я понял, что он, Придется. Вы сами напишите заявление. А мы же заявление написали уже. Ну, не будет писать заявление по невозврату. Да нет смысла писать, это гражданско-правовые отношения. Ну, да, нет смысла писать никакого заявления, это уже судебные тяжбы. Мне просто реально, чисто по-человечески пацана жалко стало, кассира. Хоть, типа, там толкнул оператора, еще что-то. Я просто понял, что он не умеет это делать. Понимаешь, я бы мог написать там то, что мне не вернули, да, там, деньги, все остальное. Молодой пацан, что я его душить буду? Зачем? Парень, просто он, подрастерялся. Может, первый раз в такой ситуации. Я говорю, просто возвращай наличкой, все, забей. И, что я его, зачем это нужно? Зачем? Я посчитал правильным сделать вот так. Это сейчас еще мы здесь застрянем. Нет, мои чеки. Данный товар сейчас будет у вас изъят, потому что он просроченный. Будем направлять материал проверки в Роспотребнадзор. Пусть они будут принимать решения по поводу... Но, к сожалению, есть у всего обратная сторона. Есть такая фраза: не делай добра, не получишь и сами знаете чего. Запомните эту фразу, запомните эту ситуацию, да, то, что я не стал, так скажем, его дальше, чтобы его там сейчас сотрудники начали прессовать, еще что-то. Я говорю, ладно, запомнили, да, смотрим дальше. Буду рассмотрение дела административного правонарушения за вот такой вот продажу, реализацию просроченной продукции. Спасибо, да. Вам уже вернули? Все, да, я просто не стану писать. Ваше время занимать зачем? Тем более, если готовы вернуть. Может, не знает реально человек. Кто-то из руководителей здесь есть? Нет, только вы? Только вы здесь, да? Ответственный, да, товарищ? Давайте фамилию, имя, что ваше. Фамилия? Документы давайте ваши, пожалуйста, предъявите. Недолго я буду выяснять. То есть с вашим участием будем производить изъятие просроченной продукции. Я не знаю. Понятно. Я тоже Пока сотрудник полиции составляет протокол осмотра, давайте мы тоже сделаем возврат. Я наличными страницу, ребята, топят. Так, 402. Спасибо, пацаны, девчонки. Там магазин. Спасибо за поддержку канала. Подписки вообще огромное спасибо. Я не знаю. Кто ребят поддерживает, спасибо вам огромное. Просто даже элементарно подпиской обычной на ютубе. Огромное спасибо. У меня в телеге рекламы нет тоже. Кому интересны стримы ежедневные, и там, как мы кино смотрим, отдыхаем. Просто приятно проводим время. Подписывайтесь на телегу. Сейчас вам обязательно ребята ее проспамят, админы. Спасибо. Что же товар реализовывается? Нет. В мясном отделе. Здесь все просто, это морозилка. Она должна быть? Как тут мы живем? Как понять, что вот это такое? Понятно, что это копытце. Когда оно было, откуда оно, чье оно? Я вам могу закон показать, на основании которого это должно быть. Если надо. Покажите. На каждом все знать невозможно. Хочу заметить, что данный сотрудник, может быть, на камеру это выглядит, как-то не так, да, вот как вы можете подумать. Он реально несколько раз поинтересовался, он говорит, можно я посмотрю, где это? Покажите мне, где это написано. Ему показали, он говорит, спасибо. Дальше. Там Артем говорил где-то там, у меня есть постановление суда, он говорит, я могу с ним ознакомиться? Мне интересно, говорит, реально то, что есть такие, да, прецеденты, что уже что-то с этим магазином было, говорит, я не знаю. Он показал, он говорит, ребят, молодцы, здорово, четко. То
То есть он интересуется, то есть он расширяет свою эту. Во. Можно? Не-не-не, конечно. На каждом товаре должна стоять маркировка. При фасовании пищевой продукции организациями розничной торговли в отсутствии потребителя на потребительской упаковке или на прикрепленной к ней этикетку должны быть указаны наименование пищевой продукции, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Технический регламент Таможенного союза 22-2011. А дальше, смотрите, открываем статью КоАП 1443. Нарушение изготовителем-исполнителем, продавцом требований технических регламентов. Да, без проблем. Для себя сразу. Скрывайте просроченный товар, продавать его нельзя, запрещено. Травить людей не надо здесь. Спасибо, Артем. Молодой человек, вас ждем. Мы просто сейчас будем все описывать. Здесь, помните, да, я вам 3 минуты назад говорил, не делай добра, не получишь этого. Ему говорят сотрудники, говорит, дружище, начинай вскрывать товар, то есть нарушив целостность упаковки, у нас вопросов к этому товару нет. Мы понимаем, что это все на витрину не попадет. Ну, потому что она вся порезана, вскрытая, вытекшая и так далее, да, там в зависимости от консистенции товара и от самого продукта. Но в ответ на что начинается пенная вечеринка. Поехали. И так далее. Нож что-нибудь принеси или ножницы, да? Ножницами можно, да. Я пытаюсь подсказать, я говорю, ну возьми ножницы, скрывай. Человек явно не понимает, что от него хотят. Будем ставить. Ну просто вам в любом случае все это дело уничтожать, понимаете? Это не ликвидный товар, то есть просроченный, да, вы можете отравить людей. Ну, не надо. Возможно, он плохо знает русский язык, мы с ним общались. Он нас отлично знал и понимал. Поверь мне, слово распаковываете, ребят, ну, ему говорят, надрежьте пачку, распаковывайте товар. Он просто не хотел это делать. Вот и все, и вы сейчас увидите это. Заниматься, если вы не доглядели где-то, да, то есть вам помогает. Ну, стоят, мешочек принеси, мешок черный мусорный принеси. Визард. И в мешок. Пакет, коробки, вот, что угодно. Вот в такой там, либо на пол перекладывайте. Пойме, ты видишь, люди находятся, ничего непонятно. Дальше идет опять. Что мне делать? Открывать товар или пошел нет? советоваться. Просто утилизировать будете? Ну потом когда? Потом нет, надо. Проконсультировался, говорят, потом. Сидониум, спасибо огромное. Смотрим всей палаты, поправляйтесь, ребят. Спасибо, хорош, не тратьте бабки. Не тратьте деньги, братцы. Спасибо вам огромное. Кто, я говорю, хочет поддержать, вон за 100 рублей на бусте подписались, и все, не надо. Куда вы там пятак грузите? Спасибо, ребят. Поправляйтесь, не болейте. Сейчас такой вирусняк ходит лютый, все болеют. Аккуратнее будьте, ребят. Лимончик, чаечек. Я себе лимончик сахаром засыпаю, а сахарочку сверху. И вот этот сачок в этот, поколтыхал банку. Я в банку, у меня такая из-под огурцов. Лимончика нарезал, раз туда, раз, и детишкам также даю. И все нормально, вкусненько, и никто не болеет. Да, вчера метку, вот мне ребята подогнали, тоже подписчики, с сотами мед. Я прям всем по кусочку, я говорю, на, и все. Не болейте, друзья, не болейте. Любите меня, не любите, хейтите, еще что-то поддерживайте. Здоровье есть здоровье, интернет есть интернет. Всем здоровья крепко. Сейчас утилизировать. Занимайтесь. Вот, корзина. Я не буду. Вы сотрудник магазина. Ты понял, да? То есть движение все увидели? Все, да? Занимайтесь. Вот, корзина. Я не буду. Понял, да? То есть на тему того, что он не понимает что-то, он там русский язык не знает. Вопросы, ребят. Спасибо, Коля, спасибо, Ярл. Вы сотрудник магазина. Не хотите? Ну ладно. Не хотят. Даже собственные косяки. Ну, в отказ просто парень пошел. Ну, то есть он понимает, что это можно на прилавок назад поставить. Напоследок бабосиков, понимаешь, срубить, пока магаз закрывается. Но он забыл, что сегодня кто у нас в гостях? Пригласили в мясной отдел кого? Правильно, Леху 2. Пожалуйста. И признавать. Давайте я проще сделаю. Хорошо, дружище. При тебе вскрываю, готов оплатить. Продавай. Я покупаю, потом сразу возврат делаю. Если тебе так больше нравится. Хотим по этой схеме, да, проще сделать. Я готов оплатить. Все, давай, продавай. Я покупаю. Отойди, дай человеку на кассу пройти, я покупаю.
Я готов оплатить, у меня есть намерение оплатить. Все, туда клади, поехали, что. Ну, раз уперся, и вы за этот тухляк будете бороться, вы его сон не выставите. Ребят, ну не получится у вас его выставить. В тот раз мы третий раз в этом магазине. Ничего не получится. 3 раза мы уже здесь были. Вы угораете, что продавать такой товар? Вы что, угораете? Какая дурка? Да. Почему он у вас реализуется? Давайте так. Мы же все это оплатим тогда, пусть и сделаем возврат. Не, пусть, если есть ко мне какие-то претензии, без проблем. Назад вы их на витрину не выставите, этот товар. Хотите вы это или нет? Смотри, я тебе еще раз говорю, у меня есть намерение купить весь этот товар. Я готов оплатить. Продаешь? Пальцем в кофе. У меня нет намерения его украсть, испортить и уйти без товара. Я оплачиваю. Прошу. Не, хотели сохранить товар. Я же просто говорю, давайте по-человечески. Просто вы возьмете, все распакуете, мне что ли это надо? Вы распакуйте, пожалуйста, все это дело и Вас уже сотрудник просит, возьми, помоги мне. Если вы сомневаетесь в правомерности действия, я могу показать решение суда. Ну, покажите. Показать? А где ребята могут посмотреть И не стал. решение суда? Решение суда в моей правовой Большое базе. спасибо. Она доступна всем подписчикам на Бусти, на Патреоне. Так. А вот еще сотрудник полиции спрашивал по поводу мясного отдела, то, что там должны какие-то быть указаны на маркировке. Это у тебя есть правовая база? Все есть в правовой базе. Уперся парень. Но этого не подадите. Нет, продавать это нельзя. Да, потом они Это нельзя продавать. Пойми меня. Потом все А понравятся. если, грубо говоря, кто-то из родственников сказали, общественность отправится, что делать-то? Всем на все плевать. Вот, никто не смотрите, тупит. если вам интересно вдруг. Команда была не Я делать вот себя ничего. сфотографировал. То же самое было. Я попробовал товар до оплаты на кассе, после чего предложил его оплатить на кассе. Директор отказался продавать товар. Суд сказал, что в моих действиях нет состава правонарушения. По какой статье вас привлекли? Порча имущества. Спасибо, Пытались парень. привлечь. 7.17. Просроченный товар, да? 7.17, Мое да. почтение, здоровья вам крепкого и вашим близким. Спасибо, пацаны. И у нас Давайте, был не один вылезайте суд. оттуда. Если Хорош. будет обращаться Вся жизнь впереди. с повреждением, у меня свидетельство, Будем жить, парни. повредили товар. Просроченный. Ты поможешь? Спасибо это вам. делать? Спасибо за поддержку. Нет. Нет? Ну да или нет? Просто скажи. Нет. Пацаны, Я вам еще передам привет. за каждый просроченный товар, который вы найдете в магазине, дам 100 рублей. Я по-человечески просто просил. Я говорю, давай вместе понятно. сделаем. Почему вот это вот? Не, зачем это? Еще раз смотри, тебе на камеру говорю. Продаешь этот товар, хочу купить его, оплати. Работяги, поехали. Параша патруль. Не Погнали. продаешь товар. Продаешь или не продаешь? Не продашь товар. Я готов его оплатить. Услышал меня, понял меня, да? Я готов дать деньги. Не берешь деньги за него. Пацаны обрадовались, говорят, поехали. Когда сотрудники реально интересуются какими-то моментами, это делами, судами, то есть как прошли, это для расширения общего кругозора. Так, все, парни, тормозите, да, а то уже сотрудники уходят. Одному просто. Короче, мы не будем считать там, кто сколько нашел, косарь вам закинул. В присутствии 2 сотрудников полиции. Я Кейсик спрашиваю, просто мне дали, и это всё. оплатить нужно? Пацанам еще раз спасибо за активную позицию, нужно, за участие. не нужно. Ну и за Ну да, фарм я вас бабок. Первого написал. Ну, Это протокол смотрим. я предлагал. Вот здесь вот подпись. Не продавать просроченную продукцию. И следить за этим очень серьезно. Прекращайте этим заниматься. Смотрите, у меня к вам есть просьба, чтобы вы потребовали у сотрудника мясного отдела прекратить длящееся правонарушение, чтобы он убрал некачественный товар с прилавка. Некачественный, да. Сделайте, пожалуйста, маркировку. Я приду завтра проверю. Сделайте. Сейчас надо убрать с продажи. И тогда Либо закрыть, либо убрать. закройте его, Закрою пожалуйста. сейчас все черным пакетом. Всех благ. До свидания. Слушай, ну молодцы. Вот прям поблагодарить. Ну, Кого? молодцы же. Кого? Сотрудники. Полиции? Да. Не, полиции Ну, сотрудника, надо безусловно. подчеркнуть, когда хорошо, тогда хорошо. Просто понимаешь, Лех, вот Я так понимаю. хорошо должно быть К сожалению, всегда, в редко это принципе, хорошо. это априори Откуда должно быть это так. хорошо. Очень редко. Но факт же есть, что хорошо. Едем или не едем сразу в следующий магазин в этой же серии? Точнее так, я поеду 100%, ребят, не выключайте. Мы продолжаем, мы едем в следующий магазин подводить новогодние итоги. А я Мытищи. сейчас решу, да, сейчас посмотрю по времени, а то там малой. Так, ну что, пацаны, всем спасибо. Спасибо за помощь, ребят. А у меня у парня, ребят, у меня аж 9 декабря было день рождения. Я ж переехал в город, и куча дел, тут разбирали коробки, еще что-то. Пока он проболелся, пока туда-сюда, короче, потом старший заболел, короче, все одно за другое. И у меня, ну, короче, в этот день я говорю, хочу приехать, ну и отпраздновать день рождения, там под елку подарок поставил, Димка там задарил там игрушки, конструктор, шарики там надули, короче, там мишку такого маленького этого, тоже надувного, очень хорошие, кстати, сделали эти шарики, да, 3 года, вот, стукнуло. И, короче, тортик
купили. И я Тёме говорю, не знаю, но если успею, я понимаю, что уже задерживаюсь, Тёму-то я не мог оставить тоже. Я говорю, поехали, ладно, я говорю, все, погнали, до Талова здесь, в этом магазине, а потом в Мытище я просто не успел. Ну и правильно, что не поехал, мне Тёмыч потом писал, вроде как там все спокойно, все хорошо. Вот, а я быстрее, да. Блоги блогами, эти всякие съемки съемками, как говорится, да. А это все-таки того самого, ну вы поняли. Ребят, большое. Сейчас, ребята, красавцы. Ну что ж, вот и закончилась, Тёмыч, история. Счастливый конец или нет? Я думаю, относительно да. Полиция изменила в корне свою модель поведения. И я почему-то на 99% уверен, что мы приложили к этому руку. Точнее, общество, которое смотрело видео с их участием. Я их тоже первый раз вижу. Факт. И по нашим данным, сведениям, в данном отделе произошли некие изменения, так скажем, да? Спасибо, кто там, не знаю, в какую камеру, да, спасибо, кто там сверху помогает, поддерживает наш движ. Вот, а так, ну, вот жаль, что кидаются до сих пор. Второй раз, я не знаю, попал на камеру, он и на улице тоже еще раз подошел, извинился. Вот сейчас мы зашли, да, он говорит, мне там совсем... Там сейчас еще одни присоединились, ребята. Ой, веселые. Моментально, прям вовремя, да, моментально, ты знаешь, да, сейчас все расскажу, это же сейчас самое интересное будет, да, почему вчера стрима не было и что там за угрозы, сейчас я вам все расскажу, сейчас вообще усытись. Всей страны звонят, а вот мы бы зашли и сказали, смотри, какой-то у тебя все как хорошо, смотри, свежее, покупайте здесь мясо, о, реклама бесплатная на миллионы человек, а здесь, ну... Все, ребят, спасибо большое, погнали дальше. Ну что, ребят, мы приехали в императорские Мытищи. Ну, здесь, короче, все спокойно. Он говорит, все хорошо, все спокойно. Ну, а теперь самое важное. Ради чего мы здесь все собрались. Артему хочу сказать огромную благодарность и поддержку ему выразить за то, что аудитория Артема и вообще Тёмычу, за то, что такую хорошим делом занимается и то, что меня позвал. Молодец. Я же все от очков тут намял. В общем, что сейчас произошло? То есть с чем сейчас мы имеем дело? Ну, в общем-то, я был готов к подобным ситуациям. Значит, сейчас, ребят, секунду, на все донаты отвечу. Значит, звонят мне близкие люди. Причем после того, когда мы ответили в родном городе то, что, ребят, не лезьте, такое не канает, мы за правое дело, по-хорошему боремся. Я говорю, не надо лезть, я говорю, не надо здесь побратимством заниматься и пытаться как-то запугать. Это все подутихло. Далее раздается, значит, звонок. Вообще, блядь, давайте так, я подготовил огромное количество материала. Мы полночи сидели, у меня пол телефона вот этой шляпы. Там подробно вчера, давайте проще, кто в телеге в чате есть, вы видели, да? То есть что делают они? То есть они просто берут, залетают, вот это вот все, вот это вот мутят, да? Пытаются какую-то дезу вкинуть. Вы знаете, я в принципе к этому готов. И в общем-то, ну, это время такое. Есть целое огромное агентство, которые этим занимаются. Там не агентство, я не знаю, как они, конторы эти называются, которые им делают заказ на какого-то блогера, там, на медийную личность, любую, и их просто начинают тушить. Любые там вкиды, любые, ну, вот эти вот а-ля желтая пресса. Значит, с чем мы вчера сталкиваемся? Звонит мне один близкий человек и звонит матушка. Говорит, до нас пытались дозвониться, запугивают. А где? Дайте нам с ним связь. Мы, хотя я никогда не скрываюсь. Я живу в городе Зеленоград. Студию у меня здесь же. Найти не проблема. Я не хожу с охраной, никуда не бегаю. То есть психологическое давление начинается. Такое прям очень плотное. Я говорю, люди какие были? Ну, они говорят, кавказцы. Ну, то есть с акцентом разговаривают. Я говорю, ну, это не показатель. Я говорю, ладно, что, ну, может, какой-нибудь дурачок там прикалывается. Далее залетает к нам в телегу в чат мальчик. Видели, да?
Взлетает в телегу в чат мальчик. Все есть. Я еще раз говорю, все скрины, все это дерьмо есть. Видели, кто вчера в чате был. Кто был в чате, напишет здесь в чатике. Взлетает чувак. Там такая статья вышла. Там вообще просто пометка молния. Блядь, код красный. Просто, вообще просто, блядь, там вообще разрыв. И там суть этой... Сайт, короче, на коленях сделан. Он, ребят, шарит. Сайт однолистник на коленях сделан. Какая-то обоссанная телега там на 3 куколда, 2 бота. И типа, знаете, такой... С 9 ноября у них создана вот эта вся карусель. То есть, ну, они готовились. Ну, то есть, готовили вот это у Сандолова. Но не... Ну, мозг хуй как у утки. Они берут... Так. Значит, хардплей. Видать, сидели всем этим, блядь. Всем мясным отделом. Гуглили. Опа. Набрели, значит, на фирму Версаль. Есть такая фирма Версаль, 2000. Как вы знаете, да? У меня вообще как бы видео есть. Ну, видать, ну, в мясном отделе же они не все же догуглили, видать. Они думали, может, я скрываю это. Я в недавнем видео, оно называется прям «Куда я одеваю свои деньги». На YouTube-канале есть видео, прям в разделе видеоролики. Я показываю и говорю в этом ролике то, что, ребят, я в разные проекты вкладываюсь, в коммерческие проекты. Здесь, в нашей стране, то есть я вкладываюсь, я плачу налоги, я вкладываю деньги в коммерческую недвижимость. Ну, видать, Пена, Даша Корейка, там кто там этот... Даня Милохин, блядь, вот эта вот вся вот эта блевотня там началась. И они, значит, пишут статью. Там статья, чуть ли я не замешан с индийским наркотрафиком. Что-то там, блядь, короче, блядь, фирма куплена у каких-то воров, жулья, еще чего-то. И там вот так вот все, блядь, намешано, перемешано. То есть я-то вижу то, что по ключевым словам, ну, это дураку понятно, время прошло. Это не 5, не 10 лет назад, сейчас люди грамотные. И вы поэтому и в чате ему ответили, что дебил? Вбей фирму, на нее есть прям то, что фирма платит налоги, работает там чуть ли не уже там 20 с лишним лет ей. Ну, человек выкупил 50% этой фирмы, идет как соучредитель. А вопросы-то, ну, какие? Она живая, у нее идеальный рейтинг. Чего вопрос-то? Но наш герой не сдается. То есть они поугрожали психологически близким. Они написали статью. И он влетает, знаешь, типа такой в чат. Пацаны, там вообще... То есть они хотели это вкинуть, чтобы кто-то из блогеров подхватил. Но здесь вот сейчас будет вообще песня. Я очень долго этого ждал. На самом деле к этому даже, блядь, возвращаться не хотел. Да-да, как Дон Корлеоне. Но раз уж мы заговорили про это, я очень рад, что вот к этому все пришло. Я вам рассказываю. Долго, как всегда, с водой, ну, как я люблю. Они берут, цепляются за эту фирму. Люди просто не знают, ну, весь бизнес, который у меня есть, будь то вот эти дома, которые, да, мы строим замечательные, где я сам жить буду. Можете посмотреть видео на ютубе. Скоро, кстати, еще ролик выйдет. Я покажу, что построено, что мы сделали, насколько хорошо сделано, да. Будь то другой какой-то бизнес, где-то у меня есть доли, где-то у меня есть там свои какие-то, да, интересы, но это все законно. У меня есть все документы на руках, с кадастра, выписки, со всего остального. И он там начинает. Так, значит так, на сайте. Значит, это владелец 2 машин. Mercedes GLG AMG. Значит, и у него Peugeot. Я такой про Peugeot вспоминаю, и я говорю, блядь, ты долбоеб. Помните, блядь, когда мы Филу, Царство Небесное, деньги мы поддержали его финансами. Peugeot стоило 500 тысяч, я 1 миллион дал просто человеку. Жаль, конечно, что он не выкарабкался. Ну ладно, Царство Небесное. Вот. Ну, то есть у них пена начинается. Peugeot, у него 2 участка в Клинском районе.
У него там то, у него все. У него он вообще, блядь, наркобарон. Ему люди в чате пишут: чувак, человек просто чисто блогерством занимается 7,5 лет. Многомиллионный канал. Может, он просто не это, и каждый день новых этих не долбит, а может, он просто вкладывает бабки? Нет? Ну, реклама есть на канале, он там какие-то проекты делает, там еще что-то. Нет? Но там, в мясном отделе, видать, я не могу утверждать, но, блядь, тут все прям выстраивается под эту тему. Я повторюсь, это мои догадки. Я не хочу никого конкретно винить в этом, но все складывается под эту тему. Это еще не все. Мы начинаем. Я почитал этот сайт, посмотрел, ознакомился, посмеялся, честно говорю. Я даже вообще париться не стал. Пошли, похавали. Здесь вот недалеко от студии. Поржали. Но дебилы, они на то и дебилы, блядь, что они думали, что когда сайтик, однолистничек они вот этот сделали, да, вот это они пальчиками своими кривыми переебищными они потыкали, они думали, что найти их будет очень сложно. Они даже ник не изменили. Мы когда зашли в их телегу, мне люди кидают телегу, и там этот ник, который у нас в чате вот этим дерьмом спамил. То есть это мамкин журналист, да, из Узбекистана, кстати. Мальчик, да. Ой, один из, да. Раскроем немножко, да, карты. Да, да. И оказалось, что, оказывается, сайт-то тоже. Там, оказывается, у него есть владелец. А у владельца есть адрес, где они расположены. Сейчас, одну секунду, я просто сейчас забуду. Там, блядь, там пришла такая пожилая бимба, блядь, что я вот так вот сижу просто, я говорю, я хотел это все рассказать, показать, но это слишком много времени уделять. Я без имен скажу. Дежурный обозреватель редакции. Один из участников. Такой-то, такой-то. Сейчас, секунду. У одного из владельцев сайта были приводы за административные правонарушения, их более 7. На него заводилось уголовное дело. И компания ИП, которую он регистрирует, далеко не первая. И поехали. Владелец конторы, точный адрес, индекс, номер телефона редакции, помощник корреспондента журналистики, расследований редакции. И тут прям я вот листаю, вот так вот пальчиком сижу, листаю. Все лица, которые... Один из них, придурок, даже номер так и оставил в телеге свой. Молодец! Молодец! Да, вот +9 который. Молодец! Вообще просто очень хорошо. Кстати, открою страшную тайну. Для любителей острых ощущений, в телеге, когда вы... Ну, это же не новость. В телеге, когда вы думаете, что вас невозможно найти, и вы пишете анонимно, вы очень глубоко, блядь, ошибаетесь, да. Это еще не все. Далее тут каким-то макаром, я не знаю, кто это скидывал, я не знаю, какой-то непонятный человек с каким-то, блядь, блевотным вот этим голосом, он мне вообще никогда не нравился. Тут уже полетели личные данные, имена, фамилии, где он работал, пенсионный номер. В общем, вы знаете, я не знаю, кто это. Какой-то дебил спамит, да. Вот, в 2018 году был долг 30 тысяч по нему, по исполнительному какому-то приводу. И я вот так вот сижу, листаю, вот авиабилеты какие-то здесь вылезли, куда-то там. Я не знаю, короче, мне накидали какие-то мошенники, наверное, мошенники, не знаю, короче, в общем, кто это.
Какое-то быдло, явно быдло. Быдло, настоящее быдло. Да, я с таким не разговариваю. Ну так вот, естественно, это я все выдумываю, ребята, я, знаете, для контента, да, все выдумываю. Я вообще такой юморист. Ну так вот, о чем я, собственно, хотел сказать, подведя суть всего этого балагана. В свое время оставим эту тему, плавно перейдем к еще одной теме. Вы сейчас поймете. Я очень долго ждал. Просто многие не знают, не помнят. Я напомню, я не поленюсь. Просто настало время же, да? Ну чтоб красиво. Да, я не знаю, какой адрес он удаляют сообщение, быдло какое-то, я тебе говорю, пишет. Спасибо. Сейчас, одну секундочку. И вот, значит, где-то у меня здесь... Сейчас, одну секундочку. О! Нашел. Пожалуйста. Сейчас. Тут столько просто всего много. Полночи кидали, сидели. А у меня, я только сижу, у меня сообщение. Я говорю, хватит писать. Я говорю, что вы мне все там написываете? Что-то там. Курлык. Ну так вот. Сейчас я постараюсь даже это найти. Сейчас, одну секунду. Я вам наглядно хочу показать. Мне пишут, могут стройкануть. Ну я аудио включу, ничего страшного. Кто надо, тот найдет в интернете, да. Если что, это первый какой-то народный мне вот скинули. Помните, да, была у нас ситуация одна. Это запомнили, да? Далее. Была у нас ситуация одна, помните, когда я, такой вот плохой человек, сделал очень страшную ошибку, да, в своей жизни. Помните, да, там, донатил на избиение инвалидов. Бедный парень совершенно случайно попал на стрим. И, тогда все прям подхватили эту тему. Такая хайповая, хорошая вещь была, да, тема. Случайно парень попал. Инвалид, там, 25-й группы. Я тогда пытался сказать то, что я говорю. У меня как бы этот Стас, да, он был в свое время игровым стримером. То, что он попросил это сделать, да, там, некрасиво получилось, но не более того, а не то, что раздули. Но кому это было интересно? Я говорил, с годами, мне правда тогда было стыдно очень за этот поступок, потому что просто надо было послать Стаса и сказать, слушай, братан, иди нахуй, какая-то реально дичь, блядь, какая-то, а не разыгрывать вот эту контору, да, типа представление, сейчас я там приеду, я разберусь, естественно, никто там никуда не ездил, и это сделано было для их контента, когда это только зарождалась вся вот эта вот. Помним, да, бедного мальчика, в интернете куча видео, куча блогеров тогда это обсуждали, стримеров с Твича. Давайте я по-другому сделаю, я знаю сейчас, как мы сделаем. Я в телегу прямо сейчас залью видео. Мы сейчас как сделаем. Я просто, если сейчас на стриме покажу, то прилетит. Телегу проспамьте. Я сейчас в телегу на 5 минут закину эти ролики. Кто на стриме, тот поймет, кто не на стриме, тот найдет. Это все в интернете ищется в 2 клика. Готовы? Вот, телега наша. Телегу проспам, Юр, пожалуйста. Сейчас вы поймете, к чему я все веду. Сейчас на донат отвечу, братцы, сейчас. Все? Есть, да? Сейчас, одну секундочку. И вот здесь вот еще.
Перед тем, как кинуть, зачитываю текст. Готовы, да? Это спустя несколько лет. Я говорил, что правда, она будет за мной. Вот в этой ситуации. Тогда меня заклевали, я ни на кого не в обиде. Хайпанули, сделали контент, пусть будет так. А вот теперь смотрите, я читаю. Видео я приложу. В Ярославле, помним, да, инвалид, первый раз попал на стрим, все там, ну случайно просто. Парень, это нет, ни в коем случае он не зарабатывал на этом деньги, он просто, случайно попал, его силой удерживали. Внимание, с того момента сколько лет прошло? Сейчас уже почти 24-й, да? 24-й. 3. Да нет, никакие лет 6. Года 4 уже прошло, да, с того момента. 4 точно. Не знаю сколько, года 4. Надо посмотреть, когда я видео делал. Зачитываю. В Ярославле бухой стример за донат прокричал лозунг «Слава», понятно, да? Все знают лозунг, мы не про это. Зашло, пришлось извиняться. Буквально через несколько часов к нему в квартиру пришли силовики, предварительно выключив электричество. Видео прилагается. В итоге неадекват, привлечен к административной ответственности, 2 приятеля пошли по делу свидетелями. И все бы ничего. Блять, все бы ничего. Но я читаю, в итоге неадекват Валентин Ганичев. Я такой... Говорю, где же я это, блядь, мог слышать? Я говорю, где же, блядь... Говорю, где же ты, сынок, я тебя слышал-то, эту фамилию? И тут всплывают следующие кадры. Да, распространите это обязательно. Кидаю на 5 минут. Ловите, чтобы не было вопросов. В телегу зайдите, еще раз ссылку в чат. Я подожду 2 секунды прям, чтобы вы ознакомились с видео. Чтобы я не был там хуеплетом. Это важно. Сейчас видосы загружаются. И я такой... Я продолжу, вы пока с видео ознакомитесь, там оно сейчас грузится. И я такой, знаете, думаю, а бумеранг-то он летел, долго, правда, летел, и назад возвращается. Я такой, я говорю, какая неудобная история. А что же теперь будут говорить те, кто тогда-то мне не поверили? А что же теперь будут делать разоблачатели? А что же теперь будут говорить коллеги по цеху, которые тогда эту тему подхватили? У кого-нибудь духа хватит? Спустя года хотя бы сказать, слушай, там хотя бы в личку написать, братан. Ну, ладно, тогда там получилось так. А вот и видосы подъехали. Ознакомьтесь, я удалю. Очень хочу ваши комментарии услышать. Напоминаю, стример, инвалид, не стример, а случайный человек, который попал на стрим, который деньги этим не зарабатывал. А я ведь говорил, я тогда ведь говорил, суки, меня никто не слышал. И тогда столько народу повелось на это просто пиздец. Там клевали со всех сторон. И прилетает вот такая вот дичь. Даже чат весь замолчал. Подводя итог, я скажу одно, что мальчонка-то
пошел дальше по проектам. И он и был чуваком, кто на этих стримах, кося под чудика, фармит бабки. Слава богу, что спустя много времени это все вскрылось. Он продолжает дальше фармить. У него нормально все. Он, оказывается, и не инвалид. Ой. Ой. Вот спустя 4 года. Мальчик опять случайно, видать, попал. Но опять, блядь, неувязка. Что можно найти статьи, где он стримит. Где он стримил. Где он после этого всего стримил. Втихую. Получается, что не инвалид. Получается, что чувак, который... Я удалю пока пост. Чувак-то, получается, который стримит. Фармила бабок. То, о чем я и говорил. Но никому не было это интересно. Ну, либо спустя 4 года он опять случайно куда-то попал. Ну, и инвалидность, естественно, прошла сама собой. Дар Божий. Возвращаюсь теперь в наши реалии. Спасибо всем тем, у кого все эти годы есть башка на плечах. Сука, реально, спасибо вам. Спасибо, у кого есть свое мнение. Я показал факты. Это факты, что чел, вот он был задержан недавно. Он дальше продолжает стримить, он дальше деньги фармит. Вот так вот. Спасибо всем, кто не повелся тогда на эту блевотню. И теперь все комментарии, избиение инвалида, как-то они, по-моему, не актуальны становятся. Поэтому я очень хочу сказать спасибо, что этот бумеранг, он прилетел назад. Люди узнали правду. Я очень рад, что люди узнали правду. Оно, честно говоря, меня никак не сломало. То, что я с некоторыми просто людьми перестал общаться, как там кто-то там заливал, пиздел там со всеми там блогерами, я перестал общаться. Да я как общался, так и общаюсь с теми, с кем я общался. С кем не общался, ну привет, пока. Ну типа. И знаете, мне тут скинули тоже статейку под эту тему. Недавно Славка Бустер проводил премию, очень красиво, очень круто сделали, ребята молодцы, очень классно сделано, с топовыми стримерами, блогерами, там, ну красиво, интересно сделано. По организации чуть-чуть бы подтянуть, ну, не знаю, мне понравилось. Ну и там понеслась, как всегда, там, не суть, куча возни, дресни, этот этому сказал, там, на одного, на второго, если честно, я, блядь, мне это не особо интересно, я там не варюсь в этой каше, и слава богу, я ушел с Твича и вообще спокойно дальше двигаюсь. И я увидел одну вещь. Сейчас я вам ее найду. Сейчас. Очень бы хотел ее тоже зачитать в преддверии этого. Сейчас, секунду, я в Stream Inside гляну. Здесь прям был постик такой хороший. Он мне очень понравился. Мне причем скинули его, и типы такие, ну да, это другое. Я говорю, ну, наверное, другое. Сейчас, одну секундочку. Не поленитесь, прям 2 секундочки вашего времени, чтоб... Сейчас, братцы. Где-то... Очень хочу вам его зачитать. Перекличка пока по регионам, да, ребят. Сейчас. Он уже удалил. Нет, я про другое, ребят. Сейчас. Одну секунду, я просто помню, какая аватарка стояла. Это очень важно. Сейчас объясню. Сейчас. Вот почти долистал. Где-то был пост, блядь.
на секунду. Натаха Генсуха похорошела тоже. Умница. Рад очень. Молодец. Сейчас, ребят, одну секунду. Ищу пост. Бля, его надо как-то было по хэштегу, что ли, искать. О! Нашел! Прошу прощения за долгое ожидание. Почему я слова Славы хочу привести в пример? Потому что он лидер мнений на Твиче. Человек многого добился. И, внимание, цитирую слова из Stream Insight. Надеюсь, это он действительно такие вещи говорил, но от них отталкиваюсь. Я честно не знаю. Это Бустер ответил на вопрос другого стримера о том, что про него плохо говорят за спиной в московской тусовке стримеров. Да, казалось бы, скандалы, интриги, расследования, кому это интересно. Но я честно не знаю, потому что не общаюсь с теми людьми, кто пиздит. Но я думаю, что пиздят. Но это блогерское все. В целом лицемерное скопление людей. Все, что делаю, ради своей выгоды, и за это нельзя осуждать. В этом и есть смысл всей этой деятельности. Все на камеру улыбаются, такие охуенные друзья, а по факту всем на друг другу похуй, это нормально. На это не стоит обижаться. Ну, то есть, это другое. То есть, прошло время. И, так скажем, да, пиздеж за спиной, он стал нормальным. Никому не надо видео делать. Как бы, но это другое. Это нормально. Это, это другое, блядь. Через 4 года многое что поменялось, да? Все изменилось, блядь. Вообще все. А мне кажется, что все потонули в этом Твиче и сидят в этом дупле, блядь. И я не думаю, что многие там рады вот этим правилам. Но все равно Twitch, конечно, как платформа именно для стримов, конечно, она отличная. Но то, что мир меняется, в какую сторону, не знаю. Подведу итог. Финал. Я рад, что ситуация вот с этим мясником, да, она подвела все к тому, чтобы мы с вами каждый сделал свои выводы. Кто-то это будет делать, кто-то вообще ничего не будет делать, и, в принципе, это ваше право. А кто-то просто возьмет и сделает для себя вывод. По факту могу сказать только одно. Это спасибо всем своим, кто долгие года меня поддерживал, кто на всю эту блевотню в свое время не повелся. И, если честно, я вообще и часто мог бы долго очень размурыжить, мог бы там начать всякие дианонить людей там и все остальное. Мне, правда, блядь, это неинтересно, потому что куча дел и на канале, и на всем остальном. И, как и говорил, особо на это и реагировать-то не хочется. Правда, неинтересно. Может, наверное, я вырос из этого, может, как-то, не особо мне это интересно. В общем, спасибо всем. Я рад, что люди теперь как бы узнали правду спустя долгое время. Спасибо этому Валентину, псевдоинвалиду, который правду эту помог ей, да, вылезти. Вот. Ну и мы дальше продолжим очищать полки магазинов. Я дальше продолжу радовать вас контентом. Я почитал комментарии, братцы, и там была очень объективная критика, на которую вы правы. То, что, Лех, мы на остреньком видосе, да, когда ты ел перцы, мы уже набрали лайки. Честно говорю, я забыл даже про это, ребят. То, что я там что-то говорил, правда говорю, забыл. Я пересмотрел этот видос. Не надо нигде ничего набирать. Пацаны,
Девчонки, спасибо, что меня смотрите. Я с января месяца, у меня теперь есть студия, есть Хромак, есть замечательная команда, с которой мы будем снимать эти ролики. Я просто начну раз в месяц выкладывать ролик с чем-нибудь остреньким и радовать вас контентом. Ну и, как и говорил, потихонечку отходить от реакций в сторону авторского контента. Буду оставлять там, вы сами видите, да, их уже там не так много стало. Вот. Так что не надо никакие лайки там ставить. Спасибо, короче. Что еще сказать? Спасибо за переезд. Вот, сейчас оператор у меня вернется. Я буду потихонечку готовиться к съемкам ролика с тачкой, с матушкиным домом, в общем, со всем остальным. Вот. Ну, а для тех, кто все никак не успокоится, кто угрожает и все остальное, будьте умнее, и вовремя умейте остановиться, потому что кукан не успеете вылететь. Оно того не стоит. Просто поймите, что врагов нет. В первую очередь есть все люди, и эти люди пришли вам помочь в том или ином вопросе. Ну, а кто хочет... Да, это мои все-таки предположения. Может быть, я и не прав. Может быть, я имею в виду вот по поводу вот этой ситуации, может быть, и не они звонили родным, но, к сожалению, слишком по таймингам все совпадает. Кладзей, 10 тысяч, спасибо огромное. Спасибо, ребят. Спасибо за донаты. В общем, я не пойду кушать. Я вам предлагаю довольно такой тяжелый, долгий стрим. Я предлагаю, наверное, сразу сейчас запуститься на ВК Play и посмотреть какой-нибудь кинчик, просто отдохнуть, расслабиться и приятно провести время. Вот. Ссылочку на ВК Play оставят админы. Вот. Там же как раз в самом начале стрима прочитаю донаты, отвечу на все вопросы. Ребята, спасибо за каждую копеечку. Вот. Ссылка на ВК Play в чате, ну там найдете. Вот. Ну и что, удачи вам всем. Берегите себя и рад, что прям под конец года сделали вот такой вот крутой подарок в виде того, что теперь все знают. Вот. Ну а так, что еще хочу сказать для будущих, да, наших копальщиков, не копальщиков. Все мои данные найти просто. Я проживаю в России, я проживаю в Зеленограде. Вот, и горжусь тем, что я никуда не уехал, не убежал, не ускакал, хотя это дело каждого. Повторюсь, не осуждаю никого за это. Каждый, кто как хочет в жизни, так и дрочит. Но в плане вот этих вот угроз, дешевого вот этого шантажа, попыток выпустить на Ютубе какие-нибудь ссаные никому не нужные ролики, подумайте 10 раз, потому что авторов найти очень просто. И ответственность вы будете нести перед законом. И там не хватит у вас бабок, чтобы просто откупиться и отгрести. Потому что есть люди принципиальные, есть люди те, которые пойдут до конца. И это не я. Не только я имею в виду. Есть, да, люди, которые, они до талого пойдут. Прям до конца. Но правда мы до свое добьемся. Не ищите себе врагов. Будьте умнее и добрее. Даст Бог всем здоровья. А в новом году даже человеку с мясного отдела. Ну и всем его родным. Надеюсь, все будет в порядке. Все, братцы, давайте, да, я перезапускаюсь. Дайте мне прям 2 минуты сейчас. Туалет этот, как всегда, через час придет. Да не-не-не. 10 минут дайте, все. Все будет good. Давайте. Обнял всех, приподнял. Спасибо вам за поддержку. Даст Бог, ребят. Продолжайте писать комментарии под роликами, под стримами. Ну и спасибо за такую поддержку. С вами, как всегда, был я, Леха Хардплей. Увидимся буквально через 10 минут на ВК Play. От души.